Так. Побежали. 変な箱。 А, какая странная коробка открылась. Дневник мести. Согласно Нихён Сёки, одной из древнейших книг по истории Японии, чудовищный восьмиголовый дракон Ямато но Ороти требовал приносить ему жертву красивых девушек и пожирал несчастных. Узнав об этом, ловкий бог Сусана но Микато принес дракону 8 бочонков сака и хитростью заставил их выпить. Когда Ямато но Ороти опьянел, герой убил дракона, отрубив ему все 8 голов. И согласно старейшим историческим записям из Эбисугаоки, одна из отрубленных голов Ямато но Ороти улетела далеко на запад и упала на горах Хигинокуни. Ничего себе. Эта голова со временем воскресла в облике ядовитого водяного дракона, который еще долгие годы досаждал жителям этих мест. А, который колодцы отравляет, да? Ну да, наслышан. Читали об этом. В наши дни Хигинокуни называют Эбисугаока. Есть сведения о том, что в прошлом из подземных вод происходили утечки ядовитого газа. Вполне возможно, что именно отсюда пошла легенда о ядовитом водяном драконе. Тем не менее, хоть в местных записях говорится, что сюда прилетела голова Ямато но Ороти, в Нихон Сёки об этом ни слова. Нетрудно догадаться, что некие бессовестные личности решили воспользоваться утечками газа и связали их с религиозным верованием, чтобы получить прибыль. Ну а чтобы подкрепить свои утверждения, они сфальсифицировали связи с известным литературным произведением. А, вот так, да? Погоди-ка, а я такие коробки видел вроде бы, не? А, не. Ну, то есть, они будут впереди, видимо. Ладно, погнали. Ух ты. Кухонный нож. Ринко. Ну, ёб твою мать. Дай пройти, а. Спасибо. Так. Воу. Что за лаги? Мы почем зря лезть в драки не будем, потому что это, ну, очевидная трата времени. Будем строго идти. Блять! Какая ты мразь! Ну что ж, тут пришлось. Рамонаем. Черт побери. Сю, где ты? Блин, у них там какая-то суета происходит. Так. Да, все забинжено, в принципе. Только Рамона сюда поставим. Давай шоколад сейчас хаваем. Угу. Нормально, пошли. О, бита. Блин, вот это кайфы.
Сакуко. О, окей. Ха. Интересно. Красные таблетки мы не принимали. Но это вот было типа по-другому, насколько я понимаю. Пожертвуй свою плоть и кровь. Для процветания нашего клана. Где я? Найдите выход. То есть обязательно это сделать надо, да? Ну ладно. Окей. Условия тут все-таки те же. Ага. Так. Как тут было? Это было сюда, это сюда, это сюда, это сюда, и это сюда. Ага. Лисья маска. Что за 25-й кадр? Это же не я один вижу, да? Не торопись. Да что это за херня?
Это камера чудит или что? Ну, жесть какая. Дощечки. Ну, в принципе, типа те же. Угу. Клочок бумаги. До чего красивое место, сияющее озеро, ароматные цветы, птичьи трели. Наверное, это рай. Ха. Что? А Теперь тут записки о том, что это рай. Угу. Так, бинт, отлично. Мы на месте. Подкидывают мне всякие эти. Так, X, Y, Z. Минуточку, кажется, мне уже попадалось нечто подобное. Ну, что-то не так. Ну тогда... В смысле? Ну это странно, потому что я вроде ввожу в правильный этот последовательность. Дощечка. Что сделать эту вещь? Угу.
他の絵も探さないと。Чай Кудзу. Еще один чай. Так, кстати, наверное, выпить надо будет этот чай сразу. Или чуть погодя. В принципе, у нас вроде с ХП все в порядке. Ну, более или менее. О, кухонная туша. でもお供え物だったよね。Так. Вот, демон-повозка. あと一つ。Но все-таки символы другие немного. Чуть-чуть. Майюми. Вижу. よし、錠前を試そう。Угу. Лол, я тут не был. Взгляд на иерогамию. История о брачных союзах богов и людей с богами и духами можно найти в любой культуре. Безусловно, с точки зрения человека связать себя таким образом с божеством огромная честь. Что если рассмотреть подобный союз с другой перспективы? С точки зрения божества, заключающий союз с примитивной формой жизни. Что в принципе способно мотивировать божество на такое невыгодное решение? Немало лет сменил друг друга со времен моего прибытия в эту священную землю, красоты и чудес. И все же, даже сейчас я порой задумываюсь, а достойна ли я такой чести? Мне не хватает уверенности ответить на этот вопрос утвердительно. Я должна спросить себя, что за выгода божествам смешивать свою кровь с простыми смертными? Разумеется, я очень рада, что пригодилась им, но вопрос так остается без ответа. Уклонение в предсмертном состоянии не расходует выносливость. Да, действительно. Очень странный момент. А я в прошлом прохождении мог здесь быть? Или все-таки нет?
Хм. Так, ладно. Сдадим подношением. Если вздуматься, местные старики обсуждали собирателей фольклора из Токио, который явился в Бисугуаку изучать легенды священной мечи. Говорят, что Бисугуака была скрытой деревней, когда-то она служила убежищем для побежденных воинов клана Таэра. К сожалению, никаких подтверждающих это доказательств было пока не найдено. Тем не менее, Бисугуака имеет много общего с другими раскрытыми деревнями. Так что я верю, что эта история правдива. Согласно другим местным легендам, бежавшие сюда солдаты поклялись отомстить клану Минамото и вернуть клану Таэра былую славу. Так, ну это мы читали, да. Окей. Я, блин, немного неправильно ставил. Оказывается. О, другое. Тут кое-что другое. Квест из прошлого приветствует посетителей. Тем не менее, она пропускает лишь нескольких достойных ходить по священной земле. А можно мне войти? Разумеется. Сегодня тебе можно все. Нужно продолжать идти. Может, сперва передохнем? Я не устала. Как мне кажется. Скажи мне, если захочешь отдохнуть. А теперь вперед. Кукла. Она во всем виновата. Пытается остановить нас. Хинако. Хинако. Как дела? Не молчи.
А котлы-то у него генеральские. お前は簡単に死ぬようなやつじゃないよな。 А чё он не на фронте? まだ生きてる。咲子は無事だよな。 Так, тут все то же しっかりしないと。 Сакуко とにかくリ отдыхает. ンコを見つけなきゃ。サクコ。ごめん。もう行かなきゃ。Судзутами Майюми. Белая блузка, длинно темно-синяя юбка, бежевый шейный платок в черный горошек. 破られてる。 Порван. Ха. サクコの親も Родители Сакука. Их Дай тоже ну-ка. нет. Я, кстати... А почему я сюда не... Было закрыто, да, в прошлый раз? О, бинт. Ё-моё. Я конкретно иду назад. Вау, это интересно. Погодите. Теперь там закрыто. О, вот это интересно. Слушайте, Здорово, чел, Ирен, хеллоу. привет, Эфрит. Так, теперь... У вас есть свалка в городе, можно и не спрашивать. Тогда зачем спросил? Так. Кто-то передвинул грузовик. А. Шоколад. Так. Момент. Ну-ка, давай сходим туда. Ну, где-то там чуть-чуть подальше города есть какая-то свалка. Она там, по-моему, давно уже переполнена. Но последний раз, когда я не слышал, все было плохо. А это было очень давно. Ну, типа, ничего нового не слышал про свалку городскую. А что, у вас в городе тоже какая-то херня, да, со свалкой? Это уж... Так. Извечная проблема. Так, а чего ради я туда шел? Дом Сакуки? Сакуко.
А может стоит там всех убить? У меня же выдра стоит, да? Да просто сегодня первый раз на Иркутскую свалку съездили. С классом мелкого. Прикольно А. там. Но мало. Там музей ДБО. Фоткал не все. Куда их скинуть в телеге? Да. Интересно. Thank you for following Dork 378. Орки прикольные наружу. Новый фолловер Dark, подчеркивание Night 378. Спасибо, Dark Knight 378 за фоллоу. Большое спасибо. Мгм. Вот, типа якобы можно пройти, но не дают. Так, еще раз пройду. Ну, не зря же нам тут сюда вообще дают пройти. Я что-то упускаю или что? Понять не могу. Чего-то не замечаю, может быть. Ну и вообще, сводки по... Странно, ново- что почему-то у меня нету подписки на твой канал. Ну, типа... Да. А когда это и последний раз? В 2023 году, в январе. Это Dork Night 378 Left Foot. Это Dork Night 378 даващи. Но я чистку фолловеров не устраивал, если что. Ну, вторую. Первая была, но она была супер давно. Так. Ну, это странно, ребят. Очень странно. Я просто давно не заходил на Twitch, да? Да, я пришел к тебе по-моему, когда ты Battlefront 2 в Раде стримил. Но это не точно. Battlefront 2. Не, это точно не точно. Погоди, я не играл Battlefront 2. По-моему. Ну, в общем, да. Ну, может быть, что-то пытался. Я его, ну, вот если и стримил, то всего однажды его запускал 100%. Потому что в памяти вообще не отложилось. А так, да, я вижу, что это мне старичок. Один из старых моих зрителей. Или я путаю. Ну, я вот вообще не помню, чтобы я Battlefront. Может, однажды. Вот прям буквально единожды, может быть. また道が Красная капсула. Так, красную капсулу подбирать нельзя. Это бяка. Супер мега хуйня. Вообще хуйня.
Ага, мы сюда идем. Чекнем. あの化け物 Только бы Ну, здесь не было наверное. этого монстра. Но будут другие монстры, очевидно. Ну вот прям приятно, что много нового контента накидывают сюда. При втором прохождении. Найс. Набор инструментов. Так, уже в принципе не зря сюда заходили. Очень даже не зря. こんなとこに置いとくなんて Сушеная тушка. Стоит, хрустит. Так. Делаем подношение. Стараемся делать все конкретно быстро и четко. И при этом не забываем про внимательность нашу. Все-таки тут новые вещи появляются. Новые письма. О, аптечка. Так. Угу. Новые письма. Новые какие-то ну, вообще локации. Дома даже целые открываются. И не забываем, что мы ищем статуи Дзидза. Чтобы в конечном итоге найти священный меч. Сразу говорю, если что, я гайды не смотрел. Играем вслепую. Скинул. Только учти, долбаный телеграм режет качество. Сейчас посмотрю. Нихера там фотографий. Прикольно. Это вот буквально сегодня. Жесть. Вы гляньте Время на это. ограниченное было, фоткал не все. От того, что у нас на все про все было 3 че. Автобус ждал. Круто. Это законно? Нифига там оружие еще. Да, прикольно. Ё-моё, танки прям целые будут. Пострелять холостыми можно, 50 из огнестрела. Прикольно.
Да, в такое место сходить с детьми прям самое то. Жесть. Чужие хищники. Прикольно сделали. Я долго ржал, меч Кирита там был. Меч Кирита. Я, видимо, пропустил. Классные драконы. Типа они все металлы и всякие отходы плавят и потом делают вот это вот все. Прикольно. К хищникам заходишь, они там шипят и курлычат. Курл. Ля, терминаторы. Прикольно. Вот это прикольно. Ля, он здоровый. Жесть, там кого-то принуждают встать на колени. Джинкслал, джинкслал, джинкслал. Дредноут прям. Техника. Забираться на технику запрещено. Хо. Орки. Орки. Так. Вот этот меч. Ведьмовские там. Не я. Ведьмачьи. А, вот это. Я тут его и отдельно сфоткал. Вот это и Форсморн, по-моему, тут есть. Ну, типа. Вауэ. Прикольно. Спасибо, что поделился. Так прикольно, но мало. Ну там, видимо, поток людей прям большой, поэтому ограничение времени еще дают. Ну это, кстати, умно прям. Какие-то жесткие файвхеды придумали ограничение времени. Арары. Ямете кудасай. Ямете кудасай. Ямете. 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 Кудасай. Ямете. Ямете. Причем сама свалка рабочая, но она не. Если на своей машине, то можешь целый день там лазить. Там даже китайцы были. Уж китайский язык я знаю, даже в пьяном угаре. О, нифига. Космическое вторжение.
Космическая база послала бесчисленное количество маленьких НЛО. Эти крохотные круглые диски закрепляются на головах простых людей и промывают им мозги, чтобы захватить их тела. А вы не видели ничего странного на затылках своих близких? Ха. Все в детстве посмотрел один фильм и придумал игру «Космические войны», в котором мы постоянно играли. Я тоже смотрел фильм, потому что меня папа заставил. Фильм я уже не помню, но по словам папы, он напугал меня так, что я несколько дней плакала. Прикольно. Ха. Маска лежит. Фигася. Так, сюда идет. Так, можно двигаться дальше. Так. Космические плакаты. Их тоже, кстати. Мы сейчас одновременно идем на несколько концовок, как будто бы. А как мы поймем, что, ну, какую концовку, ну... А вдруг как-то неосознанно получится пойти на концовку НЛО? Не то чтобы я был против. Так, фото приложено к дневнику следователя, кажется, это улика, которую нашел исследователь, изучающий фольклор. Вперед Марамати во время великого города Оуэй. Молодые люди отчаянно нуждались в деньгах, поэтому многие искали легендарный меч. В одной истории даже утверждается, что меч был найден. Однако нашедшего его юношу поглотила ненависть клана Тайра, и он истреблял остальных соперников одного за другим. После этого меч стали называть священным, и считается, что он хранит в себе затаенную вражду побежденных солдат Тайра. Спрятали ли меч после этого? Сведений об этом недостаточно. Мне придется самостоятельно искать статую Дзидзе. Мне удалось связаться с местным жителем, который знает, где найти старинную статую Дзидзе. Возможно, станет моей первой подсказкой на пути к мечу. Угу. Статуя Дзидзе. Тут где-то мешки. А, я понял, где это. Я понял. Но мне для него же нужна какое-то подношение. Так что тут рядом, соответственно, должно быть что-то типа... Так, один чай положим. Что-то типа статуи тоже маленькой. Короче, сокровище должно сейчас искать. Серп. О, херня. Серп слабый и хрупкий. Дневник мести. Мы переносимся в конец периода Хэйян. Печально известна война кланов Тайра. Минамото посеяла хаос по всей стране, и побежденные воины из клана Тайра искали убежище во всех уголках Японии. Древняя легенда утверждает, что Бисогуока стал одним из таких тайных убежищ. Мало кто отваживался приближаться к этим землям, ведь было хорошо известно, что здесь из-под земли сочится ядовитый газ.
Это делало их идеальным местом для укрытия опозоренных воинов. Ха. Однако в здешних краях были и свои особенности и проблемы. Существует множество записей о том, что жители Бесогоки страдали от яда водяного дракона. Вполне естественно, что они искали средства унять гнев чудовища и обратились к идолопоклонству. Впрочем, от когда-то царившего в этих местах культа сейчас не осталось и следа. Это еще раз доказывает, что непостоянство человека распространяется даже на богов. Окей. Щу, いるか? Все, где ты? なんだ Что такое, напарница? Мы ролики пропускаем, потому что мы их уже видели, это второе прохождение, но при пропуске обычно говорят, ну если там что-то новое появилось, то там говорят, в этой сцене появилось что-то новое. Вы точно хотите пропустить ролик? Вот, все. Так. Непонятно что. Так, и тут все, да? Больше ничего нет. Окей. Угу. Так. Как будто бы тут топор должен был лежать.
Старые медицинские записи. Фудзитори Катаюки, возраст 9 лет. Пациент вместе с группой детей гнался за лисой, забредшей в деревню. Лиса напала на пациента и оставила у него на лице несколько шрамов. Рана под левым глазом особенно глубокая. Велик риск появления шрамов. В ходе появления пациент внезапно потерял сознание, началась лихорадка, температура тела превысила 40 градусов. Была запрошена срочная доставка пациента в больницу префектуры. Однако по прибытии докторам не удалось обнаружить какие-либо аномалии, даже после неоднократной проверки. После того, как состояние пациента было признано стабильным, на следующее утро его выписали домой. При последующем осмотре пациент отвечал, что чувствует себя хорошо. Мать, однако, заявляет, что Катаюки совершенно изменился и стал учиться усерднее, чем когда-либо. Ну так классно. Заразил паразитом отличника лиса. Десятое. Запись местного врача. Так. До сих пор я считал, что одержимость духом лисы — это своего рода проклятие, однако, как оказалось, среди последователей веры Инарии без оговорки все гораздо сложнее. Так. Слышал историю домохозяйки, которую дух лисицы вселился после того, как она поделилась объедками с настоящей голодной лисой. В знак благодарности Ща лиса глянул привела видос её- в их группе, там теперь не так, как на видосе. Бывает. Ну, нормально же видно. В знак благодарности лиса привела ее к спрятанному кладу. В другой истории утверждал, что будто лисица вселилась в благочестивого шамана, и он смог предсказать надвигающийся голод, и люди успели запастись припасами, чтобы его пережить. Одним словом, существует множество историй, в которых говорится, что одержимость духом лисы — это не обязательно что-то плохое. Понял. Впрочем, за пределами города современные средства массовой информации рассказывают о призраках исключительно страшной истории. Под их влиянием дух лисы стал восприниматься как сугубо негативное явление, особо среди молодого поколения. 先生ですか？ Существует множество историй о том, как в хулящих в веру Инарии вселяется дух лисицы. Само по собой, с точки зрения науки, эти истории не выдерживают никакой критики. Но я сделаю все возможное, чтобы избежать прямого опровержения местных верований и традиций. Если человек считает, что болен он из-за того, что одержим духом лисы, то эффективность любого прописанного ему лекарства резко снижается. Я человек науки, так что сам себе удивляюсь, когда говорю, что для наилучших результатов пациентам следует предложить перед обращением за медицинской помощью вознести искреннюю молитву о Инари Сама. Плацебо, кстати, эффект плацебо. Но я чувствую, что, уважая и соблюдая местные традиции, я смогу установить более прочные взаимопонимания со своими здешними пациентами. Это хорошо. Человек толковый. Шарит, шарит. Так. Чё бы мне...
Так, может быть мне... Да, давайте-ка починим нож. Похер. Кто-то есть? Поздравляю! 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 Поздравляю. Следы какие. Блин, еще одна сушеная тушка. Тушка, тушка. Тушка, тушка. Тушка, тушка, ты куда спешишь? Тушка, тушка. Всё, до свидули. Остался там орать. Три туши, ничего себе. Вот это да. Так. О, слушай, ничего себе. Можно увеличить число ячеек для Момори. Ну, все, нормально. Появилась мотивация копить бабосики. Дополнительная мотивация. Вот шоколадник такой, типа, полезный, эффективный. Он реально только в плане подношения годится, как будто бы. Угу. Сюда пойдем потом. Ну, блин. У меня полно бинтов. Надо бы подраться. Там получить пару синяков. Арары. Скоро дойдем до святилища как Сакука. Я раньше там часто бывала. Это нам рассказывают. Пробитие 4-й стены. Right here, right now. Сегодня что, последний день лета, жара капец, за того вторник, снег уже обещают. Нихуя. У нас сегодня снег повалил опять. Он недавно растаял, и была осень как осень, а сегодня опять снег жестко повалил. Пурга прям вообще. Это что, ключ к почтовому ящику Сакука? Письмо от матери Сакука. Милая Сакука, больше никогда никому не говори, что ты слышишь потусторонние голоса, которые говорят или поют. Половое созревание — непростое время. Бывает, что ты слышишь и видишь странные вещи, которые не можешь объяснить. То же самое было и со мной, когда я была в твоем возрасте. Но это не просто воображение играет с тобой шутки. Но это просто воображение играет с тобой шутки. Охуенные шутки. Однако, если об этом узнают твои друзья... Да, мы жарим. А на все работе будут дубок. считать тебя странной. Тебя бросят, отвернуться от тебя. Потому что у нас стоит
потому что у нас стоит распространиться слухом, люди уже больше не будут смотреть на тебя как прежде. Дома ожирение на работе добавить. 郵便受けの鍵 Блин. Никакого баланса. Так. Араре, араре. О, антикварная переносная термос-бутылка, стеклянный контейнер внутри сломан. Поэтому он больше не пригоден к использованию. А зачем я его взял? Любопытно. Слушайте, а Сакука слышит голоса потусторонних, типа духов, все такое. А может кто-то ей все время нашептывал, что мы предатели? Ну типа, конкретно заебывал Сакука. И от этого она, ну, нас хейтила еще. По типу... Лол? Ты что ты делаешь? おい相棒 подруга, リンコの家 так は ты не попадешь Сотчи, в дом Алайза. Ринка. Ой, прости, ごめん я немного не в себе. ぼんやりしてた ここ Это ведь семейное サクコの святилище 家の神 Сакука, 社だよ да? な うん Ага. あんまり思い詰め Не るな зацикливайся так. 急いでリン Давай コを скорее 探そう найдем Ринка. そうだな Верно. Ико. Идем. Вот это жутко сейчас было, то, что он тут стоял. Чё за хуйня? Черт. Я реально охерел, когда увидел Сю, стоящего тут. Я еще начал думать, блин, это может монстр притворяется им или что-то в этом роде. Капец, я подозрительно к этому отнесся. Очень стрёмно. Так, ну побежали обратно. К Сакука. Надо открыть ее почтовый ящик. У нас появился ключ. Охереть, вот это, конечно, нас засыпали контентом. Не, это очень прикольно. Я такого, ну, Там, мало кстати, где похавать встречал. можно. Из полевой кухни каша, хотя кто-то мясо с картохой нес. Вроде картоха точно была, блинчики, чай, кофе. Может, чего еще? М. Блин, это круто. Походу, очень популярное место. Наверняка местные приезжим рекомендуют частенько туда заехать. И если кто-то гуглит ну, этот город, то это вот место, наверное, частенько выходит. Я ж тебе говорю, там китайцы были. Это прикольно, это прикольно. Фоткались с каждой техникой. Слушай, я вдруг начал понимать, типа... Это как бы и так было очевидно, но я как бы начал вот прям хорошо понимать этих мэрию, знаешь, города того или иного. Если кто-то такой, типа, талантливый, популярный, ну, точнее, что-то делает, там, типа, какие-то прикольные штуки, там, прочее, и если он вдруг попросит какое-то финансирование, вот, мол, вот мы, чувачки, там, сейчас собираемся сделать на свалке, ну, или рядом со свалкой какую-то такую, типа, базу, будем, типа, там, сплавлять металлы, пластик и тому прочее, из этого
делать всякие разные прикольные штуки. Типа, просто там выделите нам столько-то денег, мы там сделаем все вообще красиво, в итоге получится парк развлечений, где все время что-то новое появляется, и, соответственно, от этого туристов еще будет становиться больше. Обожаю и так далее. Silent Hill Homecoming. Предал. Но это негатив, конечно. Ты прям сразу сходу, да, типа такой заявил о том, что ну давай, обосри меня. Нассы на меня полностью. В инфе написано, типа, это сам главный на свалке подал для рабочих. Мол, надо что-то сделать из того, что там найдете. Homecoming Call. Я признаю только Silent Hill Не, я номерные понимаю, части. что вообще не любят ее, но это мой первый и единственный Silent Hill, поэтому Ага. Амамори паук. Легкий удар гораздо меньше снижает прочность оружия. У-у-у! Так, письмо из больницы. Больница университета префектуры. Психиатрическое отделение. Госпожа, господин во Игараси. входном билете написано, что владелец свалки Александр Расторгуев. Ха. Знакомое что-то. Результаты обследования. Ниже Я в прилагаем... другие не играл, мне вот нотации читали, что надо первую и вторую играть и так далее, но камаоэн, когда они выходили, я даже в яйцах отца не болтался. Ну, камон, это хуевая причина не играть в игру. Ну, типа, потому что она старая. Ты таким образом много прекрасного пропустишь. То есть, как-то тупо играть в то, что вот было только лишь при твоей жизни. Ну, типа, кто запрещает играть в... или смотреть то, что ты... То, что вот появилось до тебя. Бро, пойми, что мне было тогда 7 лет. Да, это понятно, но я же тебе не говорю, типа, играть... Точнее, вернуться во времени в прошлое и начать играть в 7 лет. Ну, типа, ты можешь это сделать в любое время... В нынешнее время. Вот, как бы. Так, результаты. 7-летнему интересно было, что графонистия, что новее. Это понятно. Результаты аномалии развития не выявлено. Так, ага. Это, видимо, по поводу Сакука. Имеются признаки легкого аутизма. Все остальные тестовые показатели в пределах нормы. Пиздец. В период полового созревания дети часто могут А утверждать, что потом видят я и слышат уже что-то забил на игры. несуществующее. Ща вот в год одну сыграю или нет. Ну, понятно. Это понятно. Ну, то есть тот период, когда ты вообще, в принципе, играл игры, ты много чего пропустил. Типа, это печально. Ну, в любом случае, типа, никогда не поздно играть в игры. Старушки, бабушки, дедушки тоже играют. И, кстати, игры помогают от аутизма. Фу ты, от Альцгеймера. Не аутизм. Аутизм это другое. Извиняюсь. Просто я читаю тут письмо про аутизм. Джинкслал. Тут я читаю письмо про аутизм. От Альцгеймера, да. Но в целом-то вообще помогает от Альцгеймера, ну, более эффективно, по-моему, сетевые игры или что-то в этом роде. Но не обязательно. В целом, главное, чтобы у тебя какой-то, ну, как бы это сказать, чтобы у тебя башка работала, в принципе. То есть ты какие-то задачи выполняешь, и это, типа, твоему мозгу нравится. То есть ты получаешь какие-то приколы от игры в химическом плане. И это прекрасно. Так, в период полового созревания дети часто могут утверждать, что видят или слышат что-то несуществующее. Со временем, по мере взросления, такие проблемы разрешаются само собой, но потому, мне кажется, что причин для беспокойства нет. Что касается ее боязни темноты, такая реакция вполне оправдана, а ругань и выговоры могут лишь усугубить ее. Прошу, не беспокойтесь насчет Сакука.
Воспитывайте ее с любовью и дайте ей вырасти в своем темпе. Вот так вот. Окей. Так. При концентрации не снижается... Блин, вот это надо бы. Паук. И краб. У нас пенсионер с нами в МО играл. На 2014 год у него 2 титана стояло. Всю долбаную терминологию геймерскую знал. Джинкс слал ник гвоздя, у него был сэр Морлин, и походу из принципа играл только магами. Блин, вот мужик балдел, а. Тупо кайфовал. Прикольно. Ну, кстати, во многих ММО играх есть подобные истории. В Ultima Online-то сколько историй было. Также в World of Warcraft полно такого тоже. Была какая-то история по поводу какого-то пацана, который умер то ли в 25, Я то не ли в помню, 20 сколько лет. ему было, уже внуки были. И еще он на Харле гонял. Нихуя он крутой. Градус крутости что-то зашкаливает слишком. Ну, короче, тот парень умер от своей врожденной болезни. Фотки я у него на странице были. Видел сам. Ну, прикольно. В общем, про парня. Он то ли каким-то таким параличом болел, то ли что, но он, короче, вот все время в кресле всю свою жизнь провел. И, в общем, тяжко ему было. И рано умер паренек. Но он был реально крутым в ММО игре. И там вообще дохера всего сделал. Вот в World of Warcraft. У него было прям сообщество, которого прям его любило. И, в общем, родители... Не знаю, как они к этому пришли, но со временем они как-то вот решили... После какого-то времени, когда вот их ребенок умер, они что-то решили повестить каким-то образом. Ну, видимо, как-то это коснулось игроков World of Warcraft. И те вообще до хера соболезнований накинули и всяких таких, ну, вещей родителям сына. И те поняли, что он все-таки, ну, знаешь, отчасти порадовались, что он все-таки вел какую-то полноценную жизнь. То есть общался с людьми, получал какое-то удовольствие, было ему все по кайфу, а не просто, ну, жил в страданиях и так далее. Так что в этом есть какая-то светлая сторона во всем этом. Ну, в целом, про игры я говорю. Так. И вот старик на старости лет тоже по кайфу время проводил. Вы положили ржавую флягу. Класс! В горах обнаружилась поврежденная статуя от Дзидзе-сана. На каменном основании слабо виден иероглиф Мидзу — вода. Да, веселое было время. Сколько нервных клеток испорчено, но зато весело было. Интересно, что будет, если я предложу что-нибудь связанное с этим символом, и, может быть, это святилище семьи Сакука? Когда я предложил это подношение, до моих ушей донесся успокаивающий звон колокольчика. Значит, подходит. Да, найс. Так, осталось 3 статуи Дзидзе.
Кайф. Нани? Что это было? Нани? Масака. Ямете кудасай. Миямото. Хацумото. Так давно сюда не заходил. Привет, Бас. Здорово. Чё, как игра? Да прикольно. Второе прохождение Пойду идет. в душ, охолонусь. Жарень, капец. Хорошая идея. Сегодня вечерком бы тоже окунуться. На максималке играешь. Ну да. Но иногда я не сильно задрачиваюсь по сложности. Если сложность здесь она вообще в плане выставления Вахахаха, адекватная. реально японская жуть. Да. Ну а то ж. А ты что думал? Я вот тут просто на родном языке японском разговариваю. О, теперь в ярком цвете в космическое вторжение. Испытать невиданный ранее ужас. Следят за вторжением инопланетян, похищающих тела. Че? Лол? Что? Все, инопланетяне, ребята. Нас похитят, ебать. На. Ну давай, давай. Погнали, сучка. Но От классики что есть? от классики. Ну. А? Да. От классики, вот, пожалуйста, НЛО, похищение. Возможно, даже собака есть. То есть концовка с собаками. От классики, что еще они сохранили? Ну, конечно, Ха-ха-ха-ха-ха. стальную трубу. Вот. Не, но похищение НЛО и собака это прям классика. Это уже традиция. Оно должно быть прям. Ну, типа, народ бы не понял, если бы его не было. Типа, они такие. Я не понял, а где мои инопланетяне, блядь? А тогда... Ну... Блин, я даже не знаю. Игра в сюжетном плане как-то... Вот прям в плане... Silent Hill, ну, именно вот Silent Hill, да, вот ее, как бы это сказать, слово такое. А вот, философия Silent Hill, она тут вот как бы есть, то есть сюжет многогранный, то есть он не однобокий довольно-таки, а дохуя многогранный, ты что-то
ну, всяко можешь проецировать сюжет. То есть при первом прохождении ты думаешь, блядь, вот оно так, не так, эдак, не эдак, и ты такой, блядь, а чё нахуй, типа, какой бы ты, ну, файвхедом умным там ни был, и как бы дохуя там всяких разных произведений, фильмов не смотрел, ты все равно такой станешь, блядь, подожди, а что, а как, типа. И это прикольно. Игра как бы играет с твоим воображением в том или ином плане. И сейчас идет у меня второе прохождение. И знаешь что? Она мне снова ебет мозги отчасти, потому что контекст Понял. контекст сюжета изменился, ну, не то чтобы кардинально, но охуеть как сильно. Типа, если в начале первого прохождения она выходила из дома, ссорясь с отцом, типа, мол, пошел нахуй, и ты пошла нахуй, хули так общаешься со мной, блядь, и потом ее старается остановить ее мать и говорит, бля, вот ты успокойся, ну нахуй так говоришь, и все такое, она просто со злобой уходит, то здесь сейчас контекст, блядь, типа, вообще другой. Как бы визуально оно все примерно так же, но контекст разговора вообще другой. Батя радостный говорит, охуенно, отдам дочку, типа, свадьба будет, договорничок, бабки получим, и все долги нашей семьи пропадут, типа, Хинака радоваться должна. А она негодует и уходит от того, что, ну, блядь, по договорнику ее отдают, типа. И мать за нами не следует совершенно. То есть она, типа, такая, да блин, ты чё говоришь, успокойся. Типа, Хинака обидишь, и все такое, ну, блядь, типа, все классно же, типа. Ну, как бы, родители радостные отчасти, ну, а она, типа, не кайфует от того, что ее, блядь, собираются отдать. Кому-то в жены. И дальнейшие какие-то вот всякие разные типа моменты, по мере того, сейчас как я прохожу вот второй раз эту игру, мне подкидывают всякие разные новые штуки. То есть, например, маршрут немного изменился, прохождение, новые какие-то сайд-квесты появились, то есть реально есть сайд-квест. Тут нет такого, что патронов не хватает и... Ну, это survival horror, и поэтому ресурсы, расходники, они, конечно, есть. Тут нету понятия патронов. Ты японская девчонка, тык-тык-тык-тык, которая хочет контролировать свое будущее и свое тело, а не стать маткой для размножения в будущем, типа. Так что какие нахуй стволы? Сейчас я стараюсь найти священный меч. То есть есть священный... Ну, короче, смотри, сейчас мы идем по нескольким разным... Ну, к нескольким разным концовкам одновременно, как будто бы. То есть мы можем добыть священный меч, и для этого мне нужно найти 5 статуй Дзидза и принести им подношение. Сейчас мы сделали 2, впереди еще 3. Также идет квест по НЛО, нас должны похитить, и, видимо, мы к этому идем тоже очень уверенно, потому что я нашел, видимо, всевозможные плакаты и радиопередачи по этому поводу. Ну и, соответственно, мы не пьем красные таблетки. Мы не пьем красные таблетки. Ну, кстати, еще вот по поводу вот этого вот дневника. Это прям отдельная такая прикольная тема. Про каждого персонажа и тому прочие всякие разные такие вещи. Тут наша главная героиня Хинака рисует и пишет, и, собственно, интересно читать. Типа, то есть тут все пишется от ее
лица, от того, как она думает, и все в таком духе. И это, ну, довольно-таки прикольно. О, новая информация Бесугоуки. Говорят, что иероглиф Эбису в названии Бесугоука означает человека, который пришел издалека. А, да? Самая причудливая теория происхождения городка гласит, что когда-то он был скрытой деревней беглецов клана Тайра, которые проиграли в войне кланов Тайра и Минамото. В старинных обычаях городка есть несколько правил, которые кажутся секретным кодексом жителей деревни, в том числе такие, как запрет на владение собакой или стирку вещей в реке. Так ли это на самом деле? Остается загадкой. Собакой. О, черт. Концовка с собакой. Так. Ну, тут, в принципе, да. Двигаемся вперед. Хинако-ка? Отвратительно. Хинака, この気持ち не 悪いのには приближайся 触 к るな этой よ。 странной субстанции. 毒があるかもしれない。 Вдруг ядовитая. 右の庭から回って Обойди вокруг. こっちに来い。わかった。 Сад вправо. Вон он стоит, мудак наш. Так. Чтобы применить? Драубы. О, привет, TX, здорово. Оу, набор инструментов. Мне нужен ключ. Вчера уснул под стрим, так и не посмотрев концовку. Ёбаный. Сейчас, погоди, расскажу. Пизда, я тебя убью. Но. Да блин, ну что ты... Короче, RTX. Во всем виноваты красные таблетки. Прикинь. Но, как бы, причина не только это, она как будто, ну, штука, которая усугубила все это. Но в целом, да. Красные таблетки, ебать, как мозги ей выебали, и она...
начала дико путать реальность. ひなこ蔵の窓だ急げ Так, а тут ничего нету? Ну ладно. Так. Что бы мне сделать? Выпьем. Выпьем за любовь. Жесть она агрессивная. Так красные таблетки — это механика от Хила в игре. Пше пришел из портала. Ну так вот. Их не надо было пить, оказывается. Я сейчас без них хожу. То есть вообще ими не пользуюсь. Короче, очень прикольно все вяжется в том плане, что... Сейчас, подожди. Давайте поясню, как сейчас все вот получается. Вот он. Сю, да? Сю, наш друган и тому прочее. И он сын аптекаря. То есть его учат этой теме, ремеслу и тому прочее. И хотят, чтобы он дальше по этой всей теме шел. И аптекарь, он как бы, ну, непростой такой. И, ну, в плане семья вот это, они как бы травники. И бабушка у них прям тоже такая крутая травница. И, в общем, у них есть свои какие-то особые лекарства, которые они дома сами делают. И Сю приносит нам как раз таки такие. Вот, коробка из капсул. Вот. Он вот это вот нам отдает при первой нашей встрече, говоря, что, ну, я не думал, что тебе, ну, что-то такое, типа, надо, типа, и там прочее. Она, видимо, вот Хинако попросила у Сю этих красных таблеток, потому что, ну, ее, ну, конкретно все заебало, типа, знаешь. Там дома всякое разное, типа, творится, там прочее. И сейчас в контексте вообще второго прохождения ее собирается выдать замуж по договорнику. А в первой... а при первом прохождении дома просто царил, как бы, этот... Вот, спасибо. Царил, как бы, это... токсичная среда. Батя все время злой, бухой. Она все время, типа, шлет его нахер и пререкается. И все в таком духе. А мать все терпит, и все хуево. А тут же сейчас, ну, по-другому. Как будто бы даже не так уж и плохо все. Единственное, что плохо, ну, ее отдают по договорнику за незнакомца. И все. Но как бы то ни было, причины пить эти красные таблетки, типа, что в первом, что во второй, типа, у нее якобы есть. Но... ну что еще надо было сказать? Эти красные таблетки сделаны на основе... На основе одной травы интересной.
Вот это интересно, тут где-то есть, нет? Дневник, загадки, руководство. Это то ли он, не он. Или кажется, ХТ сама. Типа ну, у него есть еще такая типа штука, что он вроде как насыщен витаминами В6 или что-то в этом роде, которые помогают очень сильно запоминать сны, да. То есть ты можешь даже делать осознанные сны, если много таблеток таких. И это типа, я эту херню проверял информацию. И в общем, да, есть такое, что проводились исследования, и там в особо большом количестве одной группе людей давали B6, а другим плацебо. И тем, у кого были B6, те прям очень хорошо, детально рассказывали, какие сны им снились. А ребята с плацебо, ну, мало что помнили. Но как бы там все равно есть какие-то побочные эффекты, типа если много этих таблеток, точнее витаминов B6 этого. Но суть в том, что трава вот эта вот Какура Макаркура, как там называется, она вот что-то вот к этой теме связанная. С тем, что оно помогает взглянуть на своего глубинного я. И потом, если его много выпить, то ты можешь еще и типа глянуть на своего глубинного я. То есть глубинное я своего глубинного я и так далее. То есть ты идешь типа в эту хуйню по типу как в фильме «Начало». То есть в сон своего спящего, типа там своего вот этого внутреннего я, и еще типа дохуя снов ты можешь вот так внедряться. И так закопаться в просто бездну пиздеца. И с ума сойти. И примерно то же самое произошло, я так понимаю, при первом нашем прохождении. Девчонка ёбнулась от этих красных таблеток. Причем сильно. Она буквально сама с собой разговаривала. И мы сами с собой сражались в конце. Кстати, и мы в конце первого прохождения убили кучу народу, я так понимаю. Ну, невиновных людей. Мы по факту, походу, убили родителей, друзей и мужа на какой-то свадьбе. Видимо, на ее свадьбе. Короче, лютый пиздец. Там полиция приезжала. И они все еще искали Хинако. Ее даже не поймали. Они просто пришли на место преступления и типа отцепляли это место. И там типа доказательства всякие разные лежат. И там они такие говорят. Как его? Связано ли данное место преступления с местом преступления на свадьбе там в каком-то месте? Они такие, типа, да, мы нашли те же самые красные таблетки, что тут и там, короче. В общем, да. Там Хинако конкретно гастролировала. Серийная убийца стала. А сейчас мы без этого. Без красных таблеток. И даже катсцены совершенно иные моментами. Катсцены мы пропускаем, потому что мы их уже видели. Но некоторые катсцены не как пропускаются. тогда отхиливаться на второе прохождение? Ну, кроме красных таблеток, полно других, типа...
Ну вот, пожалуйста, аптечка, бинты. Потом, ну это божественная вода, шоколад и хигаси, это все для там выносливости, здравомыслия и там прочее. В общем, есть способы лечиться. Кроме красных таблеток полно других вещей. Ну и потом разработчиками так задумано, что игрок не может знать побочных эффектов красных таблеток, поэтому при первом прохождении ты даже если их пить не будешь, по-моему, все равно дойдешь до такой концовки. Ну, мне так кажется. Может быть. Мне так кажется. Ну, по-любому так, наверное. Хотя вот все-таки есть такая, ну, штука, что возможно в конце при первом прохождении можно получить нечто иное, если не умирать от, ну, в босс-файте вообще ни разу. Потому что там видно, что ты, ну, при смерти состояние твое ухудшается. С каждым разом все сильнее. И если ты умираешь второй раз, то уже на третий раз у тебя в инвентаре 99 красных таблеток, идет регенерация, и стальная труба вообще не ломается. Ну, у тебя просто вдруг появляется стальная труба, даже если она, ну, ее у тебя не было. Там вот такая интересная штука происходит. Так что да, возможно даже, что можно получить нечто иное немного. Но я проверять не стал как-то. Так, бинты. О, шоколад. Фига себе. Угу. Тут ничего нового, соответственно. Окей. Ну, на сей раз мы, надеюсь, не сдохнем ни разу. Серп. Сегодня твои похороны, пожалуй, я буду аплодировать стоя. Ну, не знаю. Надеюсь, тут все одинаково в этом плане. Газетная вырезка. Ребенок утонул в канале. Вечером 7 числа 5-летняя девочка упала в канал и утонула. Власти полагают, что имел место несчастный случай во время игры. Такого не было в прошлый раз. В прошлый раз тут было просто написано, что... Ну, блять, бывает. Люди, точнее, дети иногда тонут. Умирают или что-то в этом роде. А сейчас прям подробности. 5-летний ребенок утонул в канаве, когда играл во что-то. Ну, в Counter-Strike, наверное, играл. Или этот... Знаете, то что? Как называется? Игра про дайверов. Сегодня твой похорон, давно пора, у меня как будто гора упала с плеч. А я вот... слабо помню, кто из них был. Словно гора упала с плеч.
Упала. Ну, наверное, она, кстати. Ребенок утонул в канаве. Обращение к детям и псоголовки. Хорошие дети не играют рядом с каналами, будто будьте особенно осторожны после сильных дождей, когда поднимается уровень воды. Хорошие дети не играют на полях. Берегитесь резервуаров и прудов, они также опасны. Так, ты навредил ему, теперь ты его бросаешь. Надеюсь, ты будешь страдать. Навредила ему. Ну-ка еще раз. Так, ты навредил ему, теперь ты его бросаешь. Ну типа вот. И вот она, да? Уходит типа. Ребенок утонул в канаве. Около 18:00 семья девочки обнаружила ее тело, плывущее лицом вниз по каналу в 2 километрах ниже по течению от места падения. Тело перевезли в ближайшую больницу, где констатировали смерть. В этом канале уже случались несчастные случаи в прошлом, но и ни единой меры защиты так и не принято. Всегда стояла между мной и ним. Ребенок утонул в канаве. Обращение к родителям и опекунам. Заблудившийся и запаникавший ребенок уже смотрит вокруг и под ноги. К нам поступали многочисленные сообщения о детях, бегающих в незнакомые места, затем падающих в канал и резервуар и тонущих там. Если вы увидите потерявшегося ребенка, пожалуйста, предложите ему помощь. Да, все по старинке. Блин, в прошлый раз я тут бегал дохуя часов. Ну не то, что дохуя часов, но я тут умирал много раз точно. 1 час или там 30-40 минут точно прошло. Ребенок утонул в канале. Этим вечером обезжизненное тело утонувшей Семидзу Хинако. В смысле, блядь? Этим вечером безжизненное тело утонувшей Семидзу Хинако было найдено в растительном канале. Вероятнее всего, девочка заблудилась и запаниковала и начала беспорядочно бегать в темноте, из-за чего споткнулась и упала в канал. Поверх настоящего имени трагически погибшего ребенка наклеенное мое. Какая гадкая шутка. Ха. Ну, да. Ну, типа, было написано, что ей было 5 лет.
вот это да.おいひなこあれ Стоп. さっきのは早く Что 来い это よ было? Пропало. ひなこ Хинако. リンコは Она здесь? 呼んでみよ Мы выясним. うリンコ Ринко, 俺だ это я. シュウだ Сюда. いるなら返事してくれ О, нет, что-то новое. Сюкун! 来てくれたん Ты だ пришел за мной. ひなこ О, Хинако. 無事でよかった Рада, что тоже 怪我は невредима. ないか Ты поранилась? 家族は А твоя семья? 私は大丈夫 Я не ранена, но でも誰もいないの они исчезли. 足の悪い Никого おばあ нет. ちゃんも Даже моей いなくて бабушке, ведь она ходила с こんなの трудом. 絶対に変 Я не понимаю, 誰もいないし куда они подевались? 気味の悪い怪 А 物 что за が чудовище いるし повсюду? 何が何だかわか Что らな за いよ херня происходит? Хм. Давайте стоять, тупить. А, они типа Сакука умерла, типа собирается сказать. Понял. Ну как будто бы Ринка не негативит на сей раз, слушай. Негатива особо не чувствую. Прикольно передают Сакуко. анимацию и Ладно, Iko, готов поведение так. Коре Без以上 негатива как будто. Знаю, нам здесь ここに ситуация 留まるのも опасна. 危険だ街を出た方がいい Нужно выбраться из города. 街を出るって Из города? お父さんやお母さん А は как же наши みん родители? なは А остальные? 助けを呼ぶために Мы も можем отправиться за подмогой. 今は行動を急いだ Но 方 нужно がい что-то いかも сделать し и れない быстро. みんなを見捨てるわ Мы け их じゃない не бросаем. 助けるた Но め мы に можем им Что помочь, дождь лишь среди если сил сами гарда. останемся в живых. でも Но мы здесь в 街を ловушке. 出るって言ってもあれじゃ無理だよ Выхода нет. 無理って Что значит выхода нет? そっちの窓から鉄橋が Ну 見え иди る глянь в окно. 霧が濃くなければ Ты увидишь отсюда мост. Не может быть. 鉄橋が Мост. Переплыть все еще не вариант. どうしよう И что нам теперь делать? 東の鉄橋 Ну, がダメ по なら мосту перейти мы не можем. 西の県 Но 道を все 目 еще 指そう можно проехать по шоссе. 柊の家 Мимо の горы за твоим 裏山を домом. 抜けるのかあの山 Ты правда думаешь, что у нас Ой, получится? わさび田への道 Я が знаю короткий путь. うちだけの抜け道 Через だ поля вассаби. リンコ Ринка, 念の надо ため захватить 薬 лекарства や и 絆創 бинты. 膏を持っていきたい台所に救急箱 В あるよ кухне есть аптечка, я схожу за ней. 私も Я 一緒に помогу 行こ тебе う искать. 手伝う相棒が一緒なら Неплохая 安心 мысль, だ напарница. Так. Скинут нас с лестницы или нет, интересно? Где кухня? Да ладно, перестань, блядь, иди нахуй, нет? Да ты гонишь, опять будешь скидывать с лестницы? Берегись, Ринг. Серьезно? Бля. Ха, цветок появился тут. Типа она это сделала под влиянием цветка, типа вот это вот имеется в виду. Ну, ладно. 一体 Блин, что за гонево с камерой? いた Вот он где. もう少し待っててくれてもいいのに
Кстати, за 2 часа мы уже довольно много прошли. Карапука. Карапука. Булька, булька, бара, булька, 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 бара, булька. 早く行かなきゃ。Фига себе. О, я тут не был. А, смотрите, маска. Вот это да. Вот это да. Взгляд на иерогами. Японский синтоизм учит нас, что все в нашей стране защищено собственными божествами. Народ молится богам, чтобы те покровительствовали ему и его земле. Боги же получают силу от молитв, что дает им возможность лучше защищать все сущее. Получается взаимовыгодный цикл. Таким образом, связь между людьми и богами необходима для процветания и тех, и других. Если прочность такой связи впрямь можно объяснить через кровь смертных, то причина, по которой боги заключают священные браки с людьми, становится очевидной. Именно с добавлением человеческой крови укрепляются узы людей и богов. Если эти заключения верны, то следует думать, что такие союзы стоит заключать как можно чаще. На практике же браки между смертными и божествами исчезающие редкие. Причина подобной редкости покрыта тайной. Или, возможно, главной тайной для меня остается вопрос, почему именно я? Но, надеюсь, в потустороннем мире у нас тоже все будет иначе. Рука. Ага, кстати, отрубленные руки. Девчонок. Охуеть их много. Сумка-мешок с вышивкой. Повышает количество приносимого. О, класс. Очень качественная ткань до вышивки. Сумка, постарайтесь не запачкать. Найс. Так, распоряжение клана. Обескровьте жертву так, чтобы внутри не осталось ни капли, и залейте внутрь вино в 8-кратной перегонке. Избавьте ее тело от смертных внутренностей и наполните его рисом, смешанным со слюной хозяина. Затем закройте и зашейте иглой и нитью. Ё-моё. Сосуду надлежать лежать нетронутым в темноте, пока сквозь кожу жертвы не проступит опьяняющий запах вина. Оденьте ее в одеяние невесты и пустите по воде на плоту из соломы, так, чтобы ее кровавое вино сочилось на поверхность воды. Сделайте так, и она уйдет в глубину, усмирив гнев того, что ожидает внизу. Блять, ебануться. Они реально такую хуйню делали, интересно? Или это охуенное воображение разработчиков? А. Это что, сцена? В смысле? Типа как в театре?
О. О, чуть-чуть осталось. Так. Балдеж. Так, и у нас появился 4-й слот. Паук. Так, где же там этот? Нет. Во. Сакура. Так, еще подойду. О.
А. Ам. Чего? А. Блин, карта спасла. Не верь словам Лисы, держись подальше от зябочной шумиши. И что делать? Ну, как бы надо не верить, да, согласен. Аそこ空いてたっけ？ А, не доверяй ему. Не доверяй ему. А. Существует множество параллельных теорий. Блин, ну что за документы? Так, существует множество параллельных теорий происхождения названия Инадама. Одна из них предполагает, что мужчина заказал клинок, а затем подарил его Инне, которая должна была стать его Зумой, что означает «жена» после их свадьбы. Другая теория гласит, что поскольку Иназума также означает «обильный урожай», название должно было представлять собой пожелание семье дальнейшего процветания для всех последующих поколений. Типа это про Нагината? 大事なもの Она, だと наверное, 思うけど。 особенная. Прошу прощения. Я すい подержу, ません。 хоть Окарисима. ненадолго. Не украли, а одолжили. Наконец-то. Осмотреть священную дверь.
ダメだ、開かない。きなこ、こっちだよ。咲子。У меня есть такое ощущение, что мне на Геннатой пользоваться тоже не надо. Вроде бы. Я всего один раз попользовался, правда. Так. Ага. Похмат. Сёко. Библиотека? В Комната каком Курани. месте? Ай, блядь. Планы гараж, последний потом. こっちこっち。こっちだよ、きなこ。咲子。咲子なの？どこ？М? Ай, блядь, ну что за... Угу. Так, хорошо.こっちに来て。早く早く。
サクコそっちにいるの？ Новая одежда, да. Антон, второе прохождение у меня. Решил поменять одежду. Антотип.逃げなきゃ。早くひなこでっかいよここサクコここはダメ。ひなこ私を一人ぼっちにして裏切り者ごめんごめんね。一人は嫌だよ寂しいよУгу. А? Что он скушал, да? Это просто положил мячик ему в рот статуи, чтобы дверь открылась. Угу. Ну, сейчас будет босс-файт, по идее. Ну-ка. Надо нормально положить все. Так, 4. Вот так лучше.サクコどうして？裏切り者何なの？Да ёб твою мать. まだ500円返さないよ Те 500 йен, что я тебе одолжил, теперь мои. 裏切り者 Сука. サクコどうして？裏切り者一体何なの？Да, блин.
けないの？Ай, блин. А! Ну, блядь! 咲子？どうして？どうして戦わなくちゃいけないの？Это багов. Это типа демон. Притворяется нашей подругой. Да, блин.
А! А! Только ножом. Knife only. Без нагината. Повышение уровня Гнартиск Switch LVL18. О! Дрил Мондаун Чулука LVL5. С повышением уровня, ребята. Что-то новенькое.今のは君についてきた汚れだろう。もう失せた。安心していい。属性に生きる以上、汚れがつくことは仕方がない。払えばいいだけのことだ。行こう。Так. Ну, я думаю, сейчас в саду, где мы сейчас будем очищаться, вот там какая-то херня будет новенькая. Нас ждут священные земли, но перед входом нам следует очиститься. Это следует сделать здесь. Са, Кими мо.はい。 Теперь ты. Ля-ля. Вот так вот делаем. Тебя-то. Да. Да. Успокойся, это лишь вода. Нас, по-моему, дико наебывают, да? Вот что сейчас, интересно, пойдет, ну, по-новому?
Пока что все то же самое. Не доверяй человеку лису. Ну, правильно, все правильно. Вот об этом нас предупреждают. ひなこおい Хинако, эй, しっかりしろ очнись. ドジだね。 Вот неуклюже упала с лестницы. Ай, снова здорово. Почему она это делает опять? Твоя рука, что с ней случилось? Мне казалось, она без негатива, かけて破いちゃったのかな。 но наверное, рука где-то застряла. 特にあざはないみたいだ Синяков или ран не 痛 видно. むところはないか Болит? うん、大丈 Не, все в порядке. 夫。それは良かった。 Ну и отлично. Жесть, она хейтит нас. どうした Что такое? Вот что бы не сказать, что она нас тупо столкнулась с лестницей. よし И типа, на что она рассчитывает, ну, 私を в ちゃんと целом? 守ってよ。私、ひなこみたいに強くないんだから。分かってる Я не понимаю. Типа, она думала, что мы сдохнем, и он такой увидит: ой, Хинако умерла. Пошли дальше. Ну, типа, даже если бы ей удалось нас убить. Какой дальше-то, ну, вообще не план был. Это же, ну, охереть как тупо. Да вообще вообразить даже не могу нормально. В чем профит? Ой, ну ладно. Умерла так умерла. Что поделать? Пойдем дальше. То есть он типа не задал бы вопросов. Как она умерла? Что случилось? Ты же тут стояла, ты видела. Почему она лежит внизу на полу, а ты тут наверху? Ну тут просто типа даже придурок мог бы догадаться, что случилось. Ну, как бы 1+1 сделать, ну, буквально. Видно же, что мы типа, ну, внизу валяемся, она на лестнице наверху. Пиздец. Капец, он тапок. Ну, тапочка, реально. Типа, ядрить он тупой. Жесть. Я в ахуе, какой он тупой. Так. Сохраниться забыл. Так.ひなここっちだ Тут, а я тут. 大丈夫か Ты 相 в 棒 порядке, напарница? Чудовища за 化け тобой 物 не につけら вязались? れてないか 問題ない。 Да, все в порядке. А сколько ты еще будешь называть ее напарницей? 相棒なんて呼び Почти 方 как с пацаном 小 говоришь. 学生の男子みたい
Так она, считай, напарник. Я никогда не видел в ней девушку. Вот это обидная хуйня. そうだなされた覚えもない Кстати, да, не видел. Хватит болтовни, нам пора. 行くぞ。 Хинакота на самом деле обижает данные слова глубоко. Хоть она и типа говорит, типа, ха-ха-ха, ну да, так и есть. По факту она такая внутри, бля, сука. В чем дело, мудак? Может он гей, я не знаю. Хинако такая нормальная, прикольная вроде. Как в ней не видеть женщину? Погодите-ка, мне стало любопытно. А что будет, если я загляну сюда сейчас? Ничего не поменяется, наверное. Но глупо было бы, если что-то изменилось. Но я слышу, там есть. И туда возвращаться, наверное, не стоит. И при прошлом прохождении тоже ничего не было. Напарница, мне кажется, что там есть чудовище. Когда мы рубились космические войны, там были разные пришельцы, так? ひなこって Хинако, тебе никто не говорил, что ты シュウ君と разговариваешь 話 с す Сью 時は как так 男の子みたい по-мужски? な喋り方だよね。昔の Да 癖 просто が今も привычка, 抜けないから наверное. かな俺たちは Мы 幼 же い с 頃 самого からの детства 付き合いだ вместе. からな。ふーん。だから Так 男 вот 女 почему の у 関 вас не 係には завязались ならなかっ отношения. たってわけ。今はそんな話を Не してる стоит 時 это じゃない сейчас ぞ。 обсуждать. 行 Идем. こ Я как-то спокойнее сейчас отношусь к Ринко. Просто я понимаю, что ее однажды пожарю до хрустящей корочки. И это как-то, ну, греет мою душу, что ли. Ну, шучу, на самом деле не греет. Ну, просто я понимаю, что ей пиздец. Поэтому я такой, типа, ну, пизди. Пизди. Но мы-то знаем, что тебе пиздец. Не, ну, блин. Да вряд ли что-то есть. Блин, давай не будем. Пойдем дальше лучше. Да нет, наверное, ну что ты куда-то идешь? Бля. Ну проверить-то охота один хуй, да. Ну вот, все. Напоролся на файт. Считай. Или нет? Но один хер проверить надо, как будто бы, ребят. Надо. Просто шанса сюда уже вернуться не будет никакого. Тут чисто вот плакат этот единственный, который мы уже зырили. И тут
также закрыто все. Ну да, ничего не поменялось. Все, ладно. А, погоди-ка. А, блядь, мразь. А, вон они. Напарница нам сюда. Без изменений. Погодите-ка. Погодите-ка. Оно всегда так шумит? Это вот было как-то странно. Ага. Так, вот теперь тут что-то должно быть новенькое. Блин, нож это имба, конечно.
Нож, по-моему, самое смертоносное оружие вообще, в принципе, в игре. Но мега хрупкое. Но благодаря всяким разным вот этим вот обилкам от амулетов, оно теперь у нас мега прочное. Типа от концентрации его прочность не снижается. Легкие удары прочность снижает, ну, очень слабо. И все. О! Космическое вторжение 2. Уму непостижимо, неужели на Землю тайком вторглись на инопланетяне, похищающие тела? Они могут быть среди ваших близких. Нихера себе. Всего в детстве смотрел один фильм, придумал игру «Космические войны», в котором мы постоянно играли. Я тоже смотрел фильм, потому что меня папа заставил. Так, ага, раз он послужил вдохновением для «Космических войн», то я подумал, что и сюжет там потрясающий. Но на самом деле это относится только к последней сцене, все остальное просто научно-фантастический ужастик. Все это не нравилось. Он хотел дать отпор пришельцам силами своей собственной космической армии. Это в том числе мне и нравится все. Он не позволяет реальности ограничивать себя. Так, подождите. Как будто бы можно вернуться назад. И посмотреть на тот плакат. А там цифра 3 была, что ли? Я вот не помню. То есть там в деревне цифра 1, это цифра 2. А тут, наверное, цифра 3. Я что-то не обратил внимания на это. То есть, по сути вещей, это так должно быть. Да, 3. Космическая база посмотрит. 3. О, жесть. Вот в чем прикол. Понял. Что? Я слышу. Пришельцев. Так, я должен сохраниться. Я должен сохраниться. Так, обязан сохраниться.
Космическое вторжение. Хоть в сюжете представлены НЛО и люди, управляемые пришельцами, сами пришельцы на экране так и не появляются. Вместо этого фильм демонстрирует разрушительную силу подозрительности. Порой попытки отличить своих от чужих могут обернуться настоящим кошмаром. В одной особенно жуткой сцене жители города, где видели НЛО, обычно принимают за пришельцев, похищающих тела. Обвинители с криками и улюлюканьем ведут таких же, как они, людей в центр содержания. Хуже того, любой, кто осмеливается выступить против подобного, объявляется одним из них. Их тоже помещают под арест. Остается лишь задать себе вопрос, может принудительная солидарность среди людей это и не солидарность вовсе? Так. В конце фильма показывают количество людей, убитых во время вторжения пришельцев. Что примечательно, число жертв на совести самих людей куда больше, чем количество тех, кто умер при нападении НЛО. Возможно, в итоге пришельцы покинули Землю не потому, что проиграли, а потому, что решили, что человечество недостойно завоевания. Космическое вторжение — фильм, демонстрирующий зрителям по определенной степени интересное социальное высказывание, а те, кто хочет увидеть в нем лихой и забавный боевик, будут разочарованы. Оценка 6,5. Почему в городе никого нет? Из-за них. Тут можно не сомневаться. 奴ら Них? Ну да. Пришельцев. Они давно присматриваются к Земле. Только ждут шанс похитить всех людей и заменить инопланетянами. Ринка, Хинака, я... Любой из нас может быть пришельцем, который только притворяется человеком. Я не пришелец! じゃない見破る方法 А はあ есть るの способ か предотвратить свою... подтвердить свою личность? あるよ Есть. Что? Ты разве не умерла? Эта тварь убила тебя? Это Робокоп. Робот для поиска и уничтожения инопланетян. Я сама его изобрела и построила. Это робот может находить маскирующихся под людей пришельцев и автоматически их уничтожать. А, батарейка села. Эта тварь меня повсюду преследовала. 私 Эта штука меня повсюду преследовала. ひなこに宇宙人 Наверное, の в тебе 匂い есть がつ что-то い от てたみたい инопланетянки, Хинака. ひなこが宇宙人か Может, も ты しれ сама ないし инопланетянка ひ или なこ кто-то の из 身 твоих 近な友 близких 人が宇宙人か инопланетян? もしれないあいつらは記憶まで Эти コピ твари ーする копируют все, вплоть до наших воспоминаний. Они не идеальны. ひなこ Хинако, попробуй сказать что-нибудь, что знаешь только настоящее え ты. っと А, リンコは однажды Ринка взяла прядь волос Сью и спрятала у себя в подушке. Подумаешь, хотела девушка помечтать попробовать любовное заклинание. 次 Твоя очередь, Ринка. ひなこは Однажды Хинако забыла свои трусики в раздевалке в лагере и так и не забрала. 得られなかったことがある Вау. Ринка, за это ты будешь гореть в аду. Не могу тебя винить за то, что не забрала. Наверное, ужасно стыдно говорить, что это твое, когда учитель. В те времена про так ничего не думали. Но однажды Ринка прогуляла урок физкультуры, взяла одежду Сю и... Ну а Хинака на следующий день после ссоры с Сю взяла его флейту и... Что? Мне кажется, я больше боюсь девчонок, чем инопланетян. それまで Ладно, хватит. Вы успешно прошли проверку. 間違いはないようだねじゃあ次は私たち Дальше, だね наверное, мы, да? えっと Ну, значит, как-то раз 青年誌のグラビアページ Сю を вырвал スクラップして страницу журнала для взрослых и спрятал за своей книжной полкой. А еще вырезал в общей фотографии голову одноклассника, приклеивал... Чего? Кого? Хватит, мы все поняли. Лицо Хинака, теперь твоя моя очередь. Сакуко впервые начала носить лифчик в 6 классе, а Хинака и Ринка после летних каникул в 5. Как вам такое? Мы не нашли пришельца, но нашли врага всех женщин. О, родители. ひなこや Хинака, мы お家 домой. に帰るよ宇
А что с пришельцами? Все в порядке? Соседи собрались в дружину и с ними разобрались. Пока-пока. До завтра. Сегодня на ужин я приготовил твой любимый гамбургский стейк. Мама, я же говорил, что это любимая еда Дзюнко. О, собака. Все, я прошел. Я прошел. На похищение инопланетян. Ну как бы, просто НЛО, да? Прикольно. И мне сейчас все заново интересно. Прикольно. Какой же кринж. И что дальше? О. То есть это прям концовка, да? Сделано. Вот это есть какая-то интересная.
Затерянные в тумане. Давай. Так. Мгм. Сейчас опять идет тема с этим женитьбой. Ну ладно. Да. 拝んでおこう。神様、私はどうしたら。お稲荷様だ。あちこちに祀られてる。 Мгм. Так, сейчас здесь вот это вот сделаем. Нужен ключ. Кстати, ну да, в принципе правильно, что мы, ну, сейчас идем по новой итерации, по новому циклу, так как мы сейчас можем еще прокачаться сильнее по амулетам и так далее. То есть, ну я такой думал сейчас, может нам стоит продолжить то сохранение, но по факту... Лучше так. Сейчас просто реально за спидранем быстро пробежим. Угу. А что тут Дилда тут стоит? Я его раньше не замечал. Он всегда тут был? Странно. Ладно. Блин, погоди-ка, а где было сокровище? А, вот тут. Нет. А, ну да. А, или нет. Сокровище. А, вот здесь. Это сокровище. Подождите. Подождите. Неужели... Так. Священный меч. Ага. Ну да. Все вот эти вот посчитались. То есть мне больше не надо приносить эти дзидзы. Ну, по крайней мере, по тем. Просто надо пробежать по спидрану. Я сейчас вот тут вот проверю статуи. Если так, то это хорошо.
Да, стоит. Все. Блин, это охуенно. Все чики-пики. Все продумано.他の道を探そう。この先に抜け道があったはず。本当に羨ましいわ。 Я все-таки завидую, поверить не могу, что это была あの она. 子がね。それに妬ましいわ Должна ね。 признаться, очень завидую. どう Ну してあの почему 子なの именно よ。 она? ねえ。噂をすればなんと。 Сири-пачи-пачи-пачанько. Так, тут все по-старому. А, смотри-ка, почтовый ящик теперь сломан. М. 破られてる。シュだ。 Сюда. Это было интересно, я такого не видел. Беги, 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 беги. Так, мы это дерьмо сразу выбрасываем. И накидываемся. Нет, блин, ну хотя же ладно, шоколадка, окей. Все, поели. Так, побежали дальше. Да нормально, что ты, дыхалка у тебя бесконечная. これで戦える。ここどこ？急いで咲子のとこに戻らないと。 Так, тут красно, да? Да. Да, жалко, что в сраном комиксе показали нам похищение НЛО. А не так, как раньше. Раньше-то вообще.
Не, хотя там раньше тоже был комикс, как будто бы. Около комикса. Чё? Ринко? Типа иллюстрациями показывали это бредовое похищение. Блин, я не помню, а тут что было? Блять. Просто красная трава. Ай, какие вот таблетки. Блин. Да, блин. Угу. Вот бинты, это тема. А, я забыл. Ай, блядь. Капец, дерьмо злое.
Давай, 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 давай. Оу. Угу. А, да. Ну, это печально. Так. Тогда, может быть, мы прокачаем здоровье, выносливость там. Я даже не знаю. Или давайте дальше амулеты лутать. Кабан. Значительно ускоряет восстановление выносливости, не начнется, скажем, сбитого духа. О, это мне. Ну ты кабан. Так, легкие удары при победе. Ага. Блин, это все амулеты хороши. Но мне 5-й улучшение не хватает прям. Ну, кажется, концовка с НЛО это неполноценное прохождение. Это хуйня. Да, не считается. Ну ладно, вместо этого. Где там мой кабан? Вот он. Вот он вот такой вот. Посмотрите. О, гребень дают. О, кухонный нож, все. Имба на месте. Вот кухонный нож. Это, считайте, вот прям наше оружие до конца игры. Да, ускорение восстановления хорошего. Выносливости. Да, в смысле?シュウ、どこにいる？使えるものはないか。後で。Угу. Погнали. Блять, ну ёбаная хуйня.
Ту-ду-ду, ту-ду-ду, Корева. ту-ду-ду, ту-ту-ту-ту-ду. Ту-ту-ду, 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 ту-ту-ду.誰なの？ Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. 足元に注意しなさい。 М-м-м. 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 Она теперь で зайчик. 構わないとも。 Антон, это было в прошлом прохождении. Сейчас другое. Папа уже эту игру 2 раза прошел. あの人についていこう。 М, Строго за ним, да? Понял. Выискиваю глазами лут. Ну, вроде こ нету. こは何の神社？ こっちだ、ひなこ。 Так, тут где-то бинты должны лежать, по-моему. Если не ошибаюсь. Ну, где-то тут по пути. Да, вот они. Ну все, теперь я спидранер, получается. Внезапно. Погоди-ка, я ведь могу, да? Вот это. Вот это. Вот это. Ну да. Лол. Прикольно. Что там у меня? Рамонна сюда. Сюда. А. Нет. Драубы. Завтра пойдем. Привет, Лех. Ага. Уши рядом лежат. しっかりしないと。とにかくリンコを見つけなきゃ。サクコ、ごめん。もう行かなきゃ。ディンディディン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 。Так, ну я сейчас хочу проверить, получается.
А что будет в доме у Сапука? Вот тут, да. Сломан внутри пусто. Закрыто. Все. Вопрос. 咲く子の親も Можно уходить. いないのか。 А там дальше только лут какой-нибудь лежит и... Хотя... Ай. Херня, короче. Так, что у нас сейчас впереди? Мы, в принципе, уже догоняем потихоньку наше предыдущее прохождение по времени. Да, мы уже, по сути, вот здесь. Нам только поле пройти, а поле пройти, в принципе, можно очень быстро. あの化け物もういないよね。 Набор инструментов. Пушка. お供え物だったよね。 Все. Так, ложим на алтарь. Так, сохраняемся. А что было в доме врача? Вот это вот не помню. Блин, кстати, их как будто бы намного больше стало. А, кстати, да, что-то я забываю. У меня же здесь сейчас максимальная сложность по всем вообще параметрам. Конкретно сложно. То есть в бой сложный. И ресурсы должны быть поменьше. Поэтому надо, да. Да, их много стало. Их намного больше стало. Блин, кабан прикольный. Благодаря кабану мы очень резво двигаемся. О, чай. Чай. Индийский чай. Лутаем, бежим, бежим, лутаем, лутаем, бежим, бежим, лутаем. Так, шоколад сразу дропаем. Шоколад нам не нужен. Чай кудзу может понадобиться. РР тоже скидываем. Хотя с помощью РР надо было бы лечиться. Ну да ладно. О! Так, сохранились. Вот это вот.シュウ Так,
побежали. Здесь лута нет, лут лежит там. Там лежит что? Не помню. Но проверить надо. Сраный шоколад. Ну ладно, 80 веры это все-таки 80 веры. Так, аптечка. Угу. Так. Везде вернулись. Ага. Так, заперто. Все. Проверяем тут. О, доктор, это вы? 先生 Так, залетаем сюда. ですか？ Проверяем. Чай кудзу берем. Сдадим в храм. Арара тоже. Хотя арара, наверное, мы сейчас прямо скушаем, потому что мы покоцаны. Нет, не покоцаны. Ключи здесь. Собираем. Уходим. Сушеная туша. 誰かいるの？ Есть кто-нибудь? Поздравляю. 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 Так, сушеная туша вместо араре. Да, все. Дом залутали. Все туши забрали. Теперь, насколько я помню, мне надо пойти в храм. В храме есть ништяки. Может быть, даже больше ништяков, чем в прошлый раз. Потому что мы уже залутали кое-какие вещи, вместо них должны быть кое-какие интересные другие вещи. Возможно, туши. Подношения. Когда она выглядит как зайчик, интереснее, да? Без мата. Так, нету. Теперь тут нету. О, не, ну, в принципе, старинный гребень. Старинный гребень вместо... Так, сейчас надо тогда... Чай кудзу поставим сюда. Сушеные. Божественная вода 1 штука. Ну, наверное, вместо... Ну, хотя... Ну да, придется, наверное. Не. Блин. Как-то тупо. Что-то надо выкинуть. Чай нельзя выкидывать. Юкан. Их 2 и они хилят хорошо. Шоколад 1. Ну вот шоколад, да, лучше бросим, потому что...
он стоит всего 80. А это не сказать, что прям до хера. Вот и божественная вода вторая пришла. А она фул веры дает все-таки. Божественная вода. А шоколад лишь немного поднимает. Ну, точнее, не вера, а... おい相棒、リンコの家はそっちじゃ。 благоразумие. Во. Так, сейчас проверим тут. Да, у Дзидзе стоит подношение. Подходить к нему не обязательно. Не, ну в целом тогда так получается, что мы, ну, тут ничего не делаем. Сейчас, короче, к алтарю вернемся. Положим все дерьмо. А, подожди. Тут же другой алтарь есть, по-моему. Надо скинуть. Стальная труба. А, тут только эта злая херня была. Нани? Неплохо. Набор инструментов — это хорошо. Все-таки, да, к алтарю надо бежать. А хотя я вот тут еще не смотрел, по-моему. Да, вот это. Ай, херня. Фига, они агрессию словили. Так, чайкудзу один отдаем. Вот, отлично. Теперь... давай амулет. Позырим, что там. Ива. Усилит эффекты предметов и омамари, восстанавливающих здравомыслие. Всего-то. Херня получается. Подожди-ка, а я, получается, неправильно понял суть. А, я его убрал, кстати. Ну ладно. Моя борьба. Лол? Чего? Прототип оружия ближнего боя для космической армии. Эффективный радиус поражения меняется в зависимости от боевого опыта владельца. Вспыхивающий клинок делает его популярным вообще воплощение культизма.
Оба «Звездные войны». Прикол. Ну все. И каждый раз он увеличивается. Лоу. Опа, подожди, что? Он стал чуть-чуть длиннее, как будто бы. Ну все, сейчас будем всех резать. Буквально всех резать будем. Так, раз, два, три, четыре. Так, 5, 6, 7, 7. Все ясно, ситх. Ситхна. Смотри. Оп. И погас. Антон, поэтому надо его чинить. У меня на семерке есть инструменты, чтобы чинить. Вот он немного. Ваншотает, нихера себе, блин. А? Что? Нет. Тут догадался. То вот этот плакат, я его при прошлом прохождении уже видел. Вот здесь. Ну, в своем прошлом прохождении. Папа уже 3-й раз проходит. Папа уже на этом стриме 1 раз прошел. На инопланетян. И сейчас решил посмотреть, что будет, если я подойду к плакату. И они вдруг скинули мне лазерный меч. Там есть еще другой плакат. Но к нему надо будет тоже пойти посмотреть. Вот там что будет, непонятно. Да не знаю даже. Глупая Дуся. Так, 3. У меня как будто бы здравомыслие потихоньку сбавляется. Это точно Silent Hill. Да. Не, ну это, конечно, сейчас похоже на космические войны. Или на Звездные войны. Ну да. Чтобы меч улучшился. Там было написано, что... во. Видишь? Прототип оружия ближнего боя для космической армии. Эффективный радиус поражения меняется в зависимости от боевого опыта владельца. Просто одежда и этот меч немного убивают атмосферу на Йолен Рейле. Ну я уже прошел. Ну хотя мы на священных клинок хотим пройти.
такой сюрприз. А, вторая. Это вторая, а не третья. Так, значит. Во, будем сейчас увеличивать прочность нашего оружия с помощью других оружий. Аптечка. Есть прикольные у меня амулеты. Мне вот все-таки стало любопытно, а что будет, если я по второму разу сделаю это? Ну, концовка НЛО. А? Вот это да. Антон, вот, повысилась это его прочность. Если другим оружием убивать монстров, то остальные оружия вот в сумке, они повышаются в прочности. Это все благодаря вот этому амулету выдре. При победе над врагом восстанавливает прочность запасного оружия. Вот. 気持ち悪い。ひなこか。この気持ち悪いのには触るなよ。毒があるかもしれない。右の庭から回ってこっちに来い。Красные капсулы нельзя. Это как? わかった。 Они вредные. Ну типа могут свести с ума главную героиню и будет плохая концовка. Ну там сколько? Сегодня 4-й день. И на 3-й день вчера прошел. И вот сегодня прошел еще один раз. ひなこ、どうした？でかい化け物が出た。何？そっちまで行けないんだ。裏に逃げ込め。俺は窓をこじ開ける。まだだ。もっと回さないと。Ты кручу? Нет, нихуя.
Блин, охеренно. Это вообще чуть... Вау. Ну и кал, что случилось? Так. Ну, вроде все нормально. Короче, надо битой, что ли? Ага. ひなこどうしたでかい化け物が出た。何そっちまで行けないんだ蔵に逃げ込め俺は窓をこじ開けるおじき壊れるな。まだだ。もっと回さないと。よし。ひなこ蔵の窓だ急げ Айка, блин, порезали меня еще. Сволочи. Пол хп снесли, прикинь. Так. Да. Наверное, надо... Где там? Ива, вот Сакура. Чтобы лечиться было эффективнее. Во. Вот, теперь full хп. И можно обратно вернуть. Так, и кабанчик. Кабанчик, кабанчик, кабанчик. Угу.
Так, сразу на алтарь пойдем. Сдадим этот шоколадку. И, ну ладно, наряд, в принципе, может поменять, наверное. Возможно, это реально людей пугает. Мгм. М? Тут-то. Тут был? Так. А? Вот он, да, но некоторые места могут быть новые, поэтому папа снова проходит. И они все-таки как-то по-новому рассказывают, что происходит. Ну, типа сюжет дополнительно раскрывают, дают нам новые ответы на происходящее. И это прикольно. Давно, да. Сегодня был. И когда? Где-то на второй день прохождения, что ли? Или в первый прямо сразу. По-моему, в первый. Она странная. Так, туман пущается назад. Угу. Так.
ひなこ。あれ、さっきの。私一体。Теперь мы находимся в потустороннем мире. いた。 Это, по идее, другая Хинако. Ну, другая 少し待っ девочка. ててくれてもいいのに。 Это не та же самая. Но мы видим то, что она видит. И мы как бы ей управляем. Сейчас папа в туалет. Ай-ка. Так. Угу. Так. Ща, подождите. Угу. Все. Так.
Да. М. Мгм. Тут все. М. Так. Змей. Автоматически выполняет контратаку при появлении визуальной подсказки, но при активации расходует здравомыслие. Также при ношении здравомыслия восстанавливается медленнее. М. Ну, как будто бы прикольно. Угу. あそこ空いてたっけ？これ大事なものだと思うけど。すいません、お借りします。Чётенько, чётенько, чётенько. ダメだ、開かない。
きなここっちだよ。咲子。ショコ、こんなところに。こっちこっち。こっちこっち。あっちとこっち。咲子？咲子なの？どこ？こんなとこに置いとくなんて。Хер-хер. Рука. А. А, блядь! Блин, это было жестко сейчас. Чтобы получать вот веру, а это как деньги в этой игре. И с помощью этих денег мы можем брать новый амулет. Верблюд. Уменьшает расход здравомыслия при заряженной атаке. Так, подожди, я не понял. Что? Так, это получается я могу скинуть это. Ну, хотя нет, вот это оставляю. А это точно? Буда. Да. Легкие удары гораздо уменьшают снижение прочности оружия. Оружие не будет ломаться сильно. Хорошая штука. Посмотри. こっちに来て。早く早く。咲子、そっちにいるの？ Так, что у меня? Так, 6-е, да? Ну беги, тварь!
きな子私を一人ぼっちにして裏切り者にごめんごめんね。Да блядь. 一人は嫌だよ寂しいよОтлично. Так. Так, предметы. Блин. Сакуко? Всем привет. Привет, дом. 何なのこれでずっと一緒にいられるね裏切り者 Так. サクコどうして裏切り者一体何なの Ну, прикол. Учим японский вместе с Silent Hill Гуна Хипстер. Да. Сакуко, お願いだからやめて Не старайся, 4 удара надо. 「
забываю, что он тут. Твою нахуй мать. Что вот так? Сложно. А, да ну. Да что за херня? Ну это подло сейчас было. Пипец. Сакуко? Да, ну нахуй. 何なの？Ладно. サクコ？どうして？一体何なの？Я просто в ахуе. Сакуко? どうして？一体何なの？Да. Так. Давай-ка попробуем выйти. Сейчас, подождите. Я хочу... Мне все-таки стало интересно. Услышать английскую озвучку. Так, классно. И нам дают поменять. Кабанчик. Угу, я понял. Так, здесь в потустороннем мире мне нужно Кудзу. Сова. Ястреб. Так. Что там есть другие озвучки, я думал, все играют на японском, потому что другого не дано Библисан. Нет. Да. Ну, все такие, типа, блин, это же так аутентично. Я просто 2 раза уже игру прошел. Вчера прошел в первый раз. И сегодня прошел 2-й раз. Вот на этом же стриме. На концовку НЛО.
Облегчает выполнение идеального уклонения. Бля, вот оно. Так понравилась игра. Да. То есть... У нее, короче, у меня есть вот прям причины, за что ее можно любить, прям. Ну, во-первых, лично от себя скажу, что я проходил все Silent Hill'ы. И в контексте этого я с уверенностью могу сказать, что это лучший Silent Hill по геймплею. А в плане сюжета, ну... пизже, чем чел, который убил свою жену. Ну, блять, типа... Ладно, не то что пизже, но просто, скорее всего, скажем, ну, хорошая, типа такая же, как там. Там, конечно, понятное дело, штука в том, что история взрослая, и такая, типа, прям, там и Мария, и сам этот чел, и он такой, типа... 1000 лет не ебался, и там взрослые какие-то вот моменты и там прочее, а тут по большей части девчонка, подросток, женские темы и все в таком духе, но так как это все выполнено в контексте того, что это старая Япония, а тогда времена были суровые, и женщин особо, ну, как бы не ставили, ну, их особо как бы не уважали, и все в таком духе, она как бы тут, ну, нормально это все вписывается. И ты такой, ну, блять, типа, да, окей, прикольно, все в таком духе. Может сейчас звучать, что это какая-то феминистическая, типа, поебота, но по факту нет. Просто это реально в контексте того, где это происходит, в каком времени это происходит, и в плане того, как к этому всему еще приплетена потусторонняя вот это вот потусторонние элементы и там прочее, очень даже хорошо играет. Довольно-таки прикольно. И что меня удивило, типа, когда ты начинаешь проходить в первый раз, там контекст начала такой, что девчонка ругается со своим отцом, потому что батя алкаш, и конкретно жестко хуй клал на мнение девчонок в доме, типа на свою дочь и на жену, а жена вообще жестко терпила, и она готова была и ночью и там пойти за пивком и все в таком духе. Она и сейчас как бы такая вот в этом прохождении, но сейчас во втором прохождении контекст начала вообще другой, что меня приятно удивило. Я такой типа, блять, а настроение задает совсем иное, типа, как бы визуально, там в плане операторов и вот это вот всего, как будто бы все то же самое, но при этом они говорят совершенно другие вещи, и я как бы понимаю, почему они такие ракурсы подбирали, чтобы сэкономить на производстве, и это реально работает. Ну, короче, там штука в том, что батя счастливый сидит, а не токсичный. Типа, ругает нас за всякую хуйню, а говорит, блин, Хинака, ты принесешь счастье в семью, мы тебя отдаем замуж по договорнику, как бы вся наша семья, точнее, наша семья будет, как бы, она выберется из долговой ямы, ура, типа, балдеж, и, типа, там, мать говорит такое, что, типа, блин, да давай тише, типа, будь, блядь, обидишь ее, все в таком духе. И в этот момент, ну, мы не выдерживаем и уходим из дома. А в первом прохождении мы не выдерживаем и уходим из дома, потому что батя заебал. А тут мы как бы просто не хотим слушать, ну, как бы прикол, то, что нас просто продают. И она такая, типа, говорит просто при выходе, что да ну нахуй никогда, типа. Ну, все в таком духе. И сейчас некоторые катсцены, они изменены в том или ином моменте, и также записки, все там прочие вещи дают больше информации. То есть ты начинаешь понимать еще, смотреть на сюжет с другого ракурса. И это вот прям интересно.
Короче, это прям годненько. То есть с нарративной стороны тут проделана охуенная работа. То есть нарративщики тут работали ебать копать, как хорошо. То есть они прям изъебнулись и смогли протолкнуть иной слегка сюжет во второй итерации прохождения так, что они такие типа, блять, вот в некоторых моментах вообще мы настолько хорошо сделаем, что даже не придется типа новую анимацию сделать. Ну просто, понятное дело, надо будет озвучить и текста и там прочее. А в некоторых моментах там типа просто текст закидывают, а бывает так, что мне прям накидывают новые локации, новые сайд-квесты. Сейчас, кстати, на священный клинок идем. То есть мы должны находить по ходу прохождения игры статуи Дзидзе и давать им подношение, чтобы потом получить у священного дерева священный клинок какой-то. Также получил концовку НЛО, и после концовки НЛО я попробовал снова сделать его немного, ну, по ходу всего действия. Ну, а что будет, да, типа. И прилетело НЛО и скинуло с себя, блядь, что? Блядь, тут нету. Лазерное оружие. Ну как? Световой меч. Правда, он короткий, но если драться им довольно-таки часто, этим Здаров Нулан. световым мечом, предгудзон, то он становится длиннее. Это вообще, ну, прикольно. То есть там, я так понимаю, там было написано, чем выше боевой опыт владельца меча, тем выше, ну, как бы, его радиус поражения. Что-то такое было. Ну, в общем, прикольно, прикольно. То есть с помощью этого меча мне надо кучу народу перебить, чтобы он стал еще сильнее. Короче, играбельная, прикольная игрушка. Я редко какие игры прохожу по нескольку раз. То есть эта игра меня прям порадовала в этом плане. Да. Гудзон, мы сделали концовку с инопланетянами. И сейчас играем на супер максимальной сложности. Вот. Затерянный в тумане. Покчем. Это самая максимальная сложность в игре. Я ни одну не видел. Ни одну не видел. Вот понакрутили японцы, прикольно. Поросы. Ну там нормально. Почему-то мне кажется, что мне этой нагинатой пользоваться не надо. Сакука! Why? Why? You traitor! What's going on? What's going on? Блять, шлюха! You traitor! Английскую озвучку поставил. Сакука! Why? What's going on? Блять. Да блять!
Together forever. Sakuko? Why? What's going on? Блин, я не понимаю. Это вообще за Сакука. Подруга детства. Ну, подруга, да, просто. Она просто, как бы, в начале всего пиздеца первой умирает. Я могу пояснить за подруг и за взаимоотношения. Но сейчас погоди, давай я сначала подпизжу ее. Бля, вот кабана не хватает, пиздец. Беги, сука, беги. Please! Please stop this! А, только 4 раза надо ударить, не важно. Легкий, сильный, главное 4 раза. Что это там Сакука ядреный реактор разжигает? Но... Блять, ты дура ёбаная. А то папа еще раз проходит. А. Короче, могу тебе вот так коротко сказать, Дон Станислав. Эта часть Silent Hill такая же революционная, как Resident Evil 4 для обители зла. А для Silent Hill вот эта революционная часть. Ну, короче, это прям заебись. То есть для серии Silent Hill это самое лучшее, что случалось, в принципе. I have no idea what you're talking about! I know you want nothing more than to not be here. Я пока вообще не понял эту часть. Будто как совершенно иная игра, не СХ. А-ля мы по-английски заговорили. Только заметил. Только ножом, на максимальной сложности. Просто пиздил. Магиом, ребята, магиом.
Так, в общем, давай расскажу тебе, чё к чему. Базар-вокзал, сейчас тебе по поводу взаимоотношений наших товарищей поясню. Вот, наша главная героиня Симидзу Хинако. По характеру бунтарка, все в таком духе, не любит, когда ей указывают. То есть, если ей прям что-то укажут сделать, она вот прям, даже если это правильно, она постарается сделать это по-своему, иначе. То есть, ну, у нее такая черта характера, да, с ебанцой слегка, но что поделать, такая вот она. Ну, и она как бы, ну, подросток, да, типа школьница на данный момент. И она вот из-за того, что ее все время старались дружить и давали указания дружить с девчонками, она делала наоборот и как бы все время с детства играла с мальчиками. И так она вот, в принципе, познакомилась и подружилась с парнем по имени Сю. А Сю первый красавец в деревне. И как бы так получилось, что они прям конкретно сдружились, и даже ни разу, ну, не было у них такого, чтобы они, ну, даже затевали отношения. Сю сам по себе такой тоже толковый парень, ну как тоже, как бы забыл сказать, что Хинако у нас занималась легкой атлетикой, вполне себе нормально училась. Ну и в общем тоже довольно-таки красивая девушка. Сю у нас тоже такой неполный дурак. И он является сыном аптекаря, точнее не то чтобы сыном аптекаря, он просто в семье врачей растет, и у них есть аптека, и у них самая крутая вот эта вот есть бабушка, и собственно сейчас на фоне всей этой ебатории с женитьбой, или там вообще в принципе, что у нее семья полное говно. Кстати, она не всегда была полным говном. У нее есть старшая сестра, Дзинка. Она ушла из семьи, так как вышла замуж. И когда она ушла из дома, собственно, батя у них, ну, совсем как бы от рук отбился. Если ранее была Дзинка в доме, то она хоть как-то могла, типа, принять ту или иную сторону и сказать, типа, мол, ну, блядь, типа, успокойся. И все в таком духе. Поэтому она очень хорошо сглаживала углы конфликтов и всякое такое. Поэтому до ухода Дзинка все было хорошо. Но как она ушла, конфликты и накал в семье росли. И, собственно, Хинако решила, что, блядь, надо бы как-то себя успокоить. И обратилась к Сю. А Сю, он такой, что, ну, в принципе, чё бы нет, все окей, могу ей принести коробку бесрецептурно жаропонижающего. Совсем? Это или Fatal Frame, или Siren. Нет, это вполне себе Silent Hill. Ну, ты хоть играл сам Roguewise. Я, как игравший все части и там прочее, я могу с уверенностью сказать, это самая охуенная часть Silent Hill, что была вообще в принципе. А то, что она не американизирована, это наоборот к нему идет только во благо, блядь. Потому что Америка заебала, ну в натуре. А что там еще? Опять, блядь, Silent Hill? Блядь, опять мы там будем что-то бегать с по страданиям, по грехам какого-нибудь придурка и там прочее. Ну, хоть просто... убейте, не вижу тут Сайлента. Лютая фольклорная японщина с аниме-превращениями. Да не, вполне себе хороший Silent. В чем тут есть Silent? В том, что... Ну, во-первых, как это вообще в серии заведено. Город в тумане есть. Туман есть, что тебе еще надо? Потусторонние силы, которые как-то влияют на ту или иную херню, есть. Оккультные какие-то практики и религиозные долбоебы есть. События вообще конкретно
вот данный момент игры Что тебе происходит... еще надо, Эд? происходят намного до событий Silent Батя, а то, Hill. надеюсь, стал бы сам кроватью. Ну, батя-то нас не ебал. Батя однажды ебанутую хуйню сделал. Однажды в одной ссоре, по крайней мере, в первом прохождении. Не знаю, как тут будет. Ну, наверное, будет. Не знаю даже. Он в порыве гнева, злобы кинул в нас нож. Не попал, но, блядь, воткнул нож в пол прям очень близко к Хинако. И Хинако после этого безумно боится ножей. И, собственно, поэтому все монстры, ну, как бы с ножами бегают. Вот так. Нолан, а ты играл в Fatal Frame или Сирены? Ты бы понял, о чем я. Ты по фольклорной части чисто давишь линию. Ну, блядь, да, окей. Ну, а как иначе? То есть, если делаешь Silent Hill по Японии, то как ты можешь игнорировать фольклорную, мифологическую, религиозную часть локации? А у страны бургера там чё, блядь? О, меня все обязали, о, секс, я давно не ебался, меня ебал батя. Блядь, чувак, типа, в Америке нет никакого фольклора, конечно, там нихуя не будет. Чё там они будут давить линию по христианству? Ну, в принципе, было, блядь. Они по оккультной теме, типа, вот переворачивали всю религиозную хуйню в наоборот. Они буквально дьявола вызывали. О чем ты? Конечно, тут будет такая тема. А куда ты денешься? Типа, если ты толкаешь, что, ну, религиозную тему как плохую в данном контексте данной части игры, ну, блядь, это бред какой-то, если честно. К тому же сам город Эбисагуаука по факту является, если брать, ну, если вбить его смысл, название с японского, то он переводится как холм процветания, но также здесь вот говорят, что иероглиф Эбису, название Эбисагуаука, означает человек, который пришел издалека. То есть, не знаю даже, холм странника или что-то в этом роде. В общем, здесь эта деревня воздвиглась благодаря каким-то беглецам-солдатам, которые убегали в проигранной войне и тут набирались свои силы, чтобы потом в конечном итоге отомстить. И, видимо, от этого растут все вот эти вот ноги, все вот это вот ебанистики. Они тут наворотили какой-то оккультной хуеты жесткой. И теперь вся вот эта вот ебалистика и происходит. То есть это не просто сон собаки, который происходит у одной девчонки. По факту это все происходит отчасти в натуре. Отчасти. Если, ну, знаешь, тут они много пространства оставили для того, чтобы строить теории. Довольно-таки интересных, хороших. И можно проецировать те или иные моменты с конкретной стороны. Но вот сейчас, вот когда я прохожу второй раз, те моменты как будто бы, мне кажется, начнут отпадать. Потому что есть конкретно один такой момент, что мы более не принимаем болеутоляющие, которые нам дал Сю. Просто Сю не знал, что эти болеутоляющие капсулы красных таблеток, они сделаны из травы одной особенной, которую как раз таки делает у них в семье бабушка этого товарища Сю. В первом прохождении нам дали такую концовку, которая называется «Красные таблетки». Вам рассказать, типа, в чем его суть? Сами проходить будете? То есть, ну, спойлеры тут будут в плане того,
Но А просто мы же там не принимали таблетки во второй раз. во второй раз, ну да, я не принимал. Но просто я вышел на концовку НЛО. Я сделал, я, короче, выслушал все радиопередачи по НЛО, а потом находил постеры по этому, как называется, вот по космическим войнам. Там есть, Я лично не против спойлеров. там есть 3 плаката, и они пронумерованы. Когда находишь первый плакат, Я тоже. на небе возникает первое НЛО. Ну, то есть тебе показывают катсцену, как НЛО пролетает. Когда ты находишь второй постер, тебе дают, ну, тебе показывают 2 НЛО пролетающих. Когда ты находишь третий, там все 3... Поясняешь чату за лор. Жги. Ну да, конечно. Ну, потому что ты, например, тут толкаешь какую-то странную херню по Fatal Frame. Они вообще не похожи. Когда ты находишь третий плакат, там появляется 3 НЛО, и ты рядом слышишь такой, блядь, космический такой звучок, и ты понимаешь, что нужно туда идти, а там вокруг враги. Ты можешь просто прорваться и прочитать там документ. Ну-ка, сейчас, подожди-ка. У нас, по-моему, он есть. Священный меч. Космические войны, космические войны. Там обзор на фильм «Космические войны» есть. И там нам поясняют, в чем прикол фильма, и все в таком духе. И да, короче, нам показывают такую концовку, что шуточную. Что типа все живы, они между собой общаются, типа, а вдруг это пришельцы на нас напали. И потом появляется Сакука, которая по сути мертва, и такая говорит: да не, я жива. А вот этот вот монстр, который за нами гнался, это мой робот Робоко, который охотится на пришельцев. Типа, короче, там бред пиздец какой-то. И начинается вот эта вся ебалистика, и потом появляется там в титрах НЛО, и в Ты нем сейчас есть повторно собака. на другую концовку проходишь? Да, сейчас я на другую концовку прохожу. Сейчас я иду на концовку Легенды о Священном Мече. И, конечно же, не... Какуру Макакуру. Вот чудотворное лекарство. Вот от этого цветка они делали эти ебаные штуки. Вот, короче. Ладно, поясняю по поводу того, что случается при первом прохождении. Вся ебань происходит как будто вокруг красных таблеток. Они очень сильно ухудшают наше ментальное состояние. И случается так, что она становится сильно зависимой от таблеток и тому А потом прочее. появляется Светлана Малышева и говорит: у вас температурный бред, принимайте нурофен. Да. Ну, короче, стоит пояснить сначала, что это вообще за лекарство было вообще на самом деле. Эти красные таблетки, они были обогащены... Игра про наркотики, ясно. Ну, в первом прохождении как будто бы да. Скорее даже не то, что про наркотики, а про антидепрессанты, я бы даже так сказал. Типа, проблема лекарств, которые выдают без рецепта. Что-то в этом роде. То есть, подросток загашивал свои проблемы с помощью таблеток, и в итоге ёбнулась так сильно, что начала конкретно сходить с ума. Но как она сходила с ума? Вот это вот контекст важен, потому что в контексте происходящего в игре оно как будто вяжется очень прикольно. В том плане, что по факту все было как будто бы реально в этом плане. Ну, то есть все вот эти вот потусторонние хуёвины и там прочее, но так как она еще пила таблетки, это еще сильнее усугубило происходящее. Типа у нее в голове она стала легко внушаемой и там прочее, и собственно... Начала видеть в людях ЮКФ и стала гасить их. В конце, да. В конце она убила кучу народу. Она буквально...
то ли на своей свадьбе, то ли где убила мать, папу, мужа, а потом пошла и захуярила своих друзей, по-моему, и ее все еще искала полиция. То есть, пиздец, ее, ну, не поймали еще, типа, там, пиздец, она кучу народу перебила. И везде, где она устроила резню, говорят, блядь, в том месте преступления, где вы находитесь, тоже находятся красные таблетки. Они такие, да, типа... Это сделала она. В общем, красные таблетки, они помогают видеть осознанные сны и обогащены Эта витамином. теория давно напрашивалась, что герои сайлентов убивают настоящих людей. И это прикольно, потому что тут в первом прохождении тебе дают то, ну, вот это вот самое. Это вот оно происходит. А сейчас я по факту вообще как будто бы никого не убиваю. Ну ладно, я убил тут несколько людей, но я не думаю, что оно как-то свяжется. Потому что... Ну, блядь, у меня световой меч появился. У меня световой меч появился. Путь пацифиста. Да, тут надо будет пройти путем пацифиста эту игру. Видимо, это будет еще одна концовка. Но вот такие вот ключевые босс-файты, ну, их по-любому надо будет, да, проходить сражениями. Блять, само это лекарство, короче, забавное. Там было упоминание о том, что у него есть обогащение, ну, очень много витамина В, В6. Я загуглил эту хуйню, и реально было такое исследование, что витамин В6 помогает запоминать сны. И сны становятся намного ярче. И более того, осознанными они могут быть. Понимаете? Осознанные сны, это вообще пиздец. Забавное лекарство. Советуешь? Нет, конкретно про витамин В6 я говорю. А вот здесь, в этой игре, оно забавно тем, что оно, видимо, не только имело В6 и все такое, но тут вот видно, да? То есть благодаря этому лекарству люди способны углубляться в свои самые сокровенные я, и у каждого внутреннее я, и внутри этого внутреннего я, есть еще одно внутреннее я, и внутри этого внутреннего я, короче, ты понимаешь, она принимала такую ебанутую хуйню, она настолько уходила внутрь себя, что она вообще попутала, кто она. И... Погрузиться в тьму своего разума. Ну да, типа, и она не помнила, не понимала контекста происходящего многих вещей. Почему-то ее подруги все время называли там предательницей и там прочее и так далее. И некоторые моменты были очень странными, когда, например, одна подруга Ринка говорит, что, блядь, Хинака давно сдохла, типа, забудь ее Сю. А мы такие, чё, блядь? Чё за бред нахуй? Вот это вот вообще было очень странно. А потом вообще в конце нам показывают, что мы, блядь, их всех порубили на кусочки и сами находимся в бегах. Это очень жестко. А сейчас хер пойми, какой контекст всего этого происходящего. Походу все вообще иначе будет. То есть настолько важный для сюжета... Главное, чтобы потом можно было вылезти из своего внутреннего «я». Я слышал, есть такая тема, что торчки попадают в петлю сознания и потом не могут вылезти. Ну, не скорее знаю, всего, так правда и есть. это или нет. Скорее всего, так и есть. Ну, много же торчков с ума сходят и в дурке находятся. И понимаете, в чем интерес второго прохождения? Кристофер Нолан, режиссер, начала одобряет. И знаете, в чем интерес данного прохождения второго? В том, что ключевой предмет для этой вот всей хуйни с сумасшествием нахуй идет, потому что мы его не принимаем вообще в принципе. Вот в этом весь прикол. Мы не пьем эти лекарства, мы не пьем эти красные таблетки. И, соответственно, мы ёбнуться никак не можем. И в чем тогда будет интересно, ну, сюжет в данный момент? Какой контекст будет? Какая концовка? Интрига сохраняется. То есть тут прям нарративные вот эти вот чувачки, которые нарратив по сюжету тут писали, тому как его, ну, толкать этот
иные концовки и так далее. Они ебать какую хорошую работу проделали. То есть они прям такие Если интересные ты не идеи толкали. принимаешь колеса, тогда почему продолжаем видеть монстров? А вот, блядь, думай нахуй теперь, вот почему так происходит, блядь. А вот так вот, блядь. Вот так вот. А почему? А потому что, может, все на самом деле так и есть. Вот так вот. А может, действительно, типа, проклятие сейчас разъебало всю деревню. И все превратились в монстров. По-реальному. Типа, интрига. Интрига. А в первом прохождении мы просто маньяк. А тут непонятно. Вот так вот. Поэтому это Мне охуеть кажется, какая интересная. стример сам балуется красными таблетками. Да. Вот ты думай теперь. Тут много чего интересного можно подчеркнуть. Перестал принимать таблетки, и зрители Вайс и Дон Станислав перестали существовать. Лал. Это же жутко. Это как в том меме с котенком. Ты что наделал? И в прах превращается. И два таких котенка. Ладно, уговорил. Я беру. Я беру. Не, серьезно, это очень хорошая игра. То есть Silent Hill F это буквально Resident Evil 4 для обители зла. Кстати, витамины Дуоид состоят из 2 таблеток, в красные витамины, в 6, а в синие минералы. Вот и думайте 5 хэт. Ну тут реально 5 хеда, 5 хеда делали эту игру. Over here! You okay, partner? No monsters on your tail. Чудовища Are there? этого не No, вязались? I'm good. Нет, все в Shoot. порядке. How Все, much longer сколько are ты you еще gonna будешь keep называть up ее this напарницей? partner routine? You talk to her like she's Почти a как с пацаном schoolboy. говоришь. I call her partner because Так she's она, my считай, partner. напарник. Я I никогда never не видел в treated her ней like a девушку. girl. Пойду в аптеку за витаминами В6. Yeah, you Кстати, да, haven't. не видел. Enough small talk. Хватит болтания, Let's go. там пора. Но по этому моменту с витаминами В6 была статья с исследованиями. Там они проводили исследования с 2 группами. Одному давали плацебо, а другому витамины В6 в огромных количествах. То есть они принимали 240 грамм В6. Это дохуя, типа, блядь. Это буквально макароны ты захавал B6. И трогу Вайс попроси, чтоб обязательно в красной таблетке. И просто, что я хочу сказать, нельзя пить B6 в таком количестве. Это вредно, пиздец. Да, они типа охуеть какие сны видели, но в принципе это очень плохо может кончиться. Посмотрите лучше на всякий случай. Я, блядь, просто знаю, что такие идеи посетить могут. Поэтому одумайтесь. Можно вполне себе получить естественным путем витамина В6. Это мясо птицы, курицы там, говядина, и еще там какие-то продукты были. То есть продукты захавайте, ну, с естественным В6. И вот вам счастье. Забалдеть. Охуенные сны будете видеть. Яйки вроде намного лучше. тоже. Ну, типа да. Поэтому лучше таблетосами не балуйтесь, иначе станете японочкой агрессивной. Я люблю курицу и выпечку с ней. А то, кто не любит? Это ж прям кайф. Partner.
Напарница, мне кажется, или там есть еще всякие странные чудовища? Когда мы рубились космические войны, там были разные пришельцы, так? Hinako, has Нико, anyone тебе ever никто не told you говорил, that что when ты you talk разговариваешь to с Чью, Shu, как he's то so по-мужски? А друзей можно manly? сткнуть. Не, не в катсцене. И всегда доходится далеко от нас. Мы же с самого детства вместе. Так вот почему So у вас не that's why you завязались two didn't get отношения. into a relationship, huh? Не стоит сейчас это обсуждать. Идем. Кстати, в контексте данного прохождения я не особо злюсь на Ринка. Это вот Я ушастая. колол себе в 6, когда болел. Ну да, их нельзя много. Там даже от одной ампулы 1 миллиграмм начинается резкая аллергическая реакция. Хотя, впрочем, быстро проходит, буквально за 1-2 минуты. Лол. Фига Мне себе. в жопу кололи. Это Дон Станислав, в чем выражается аллергия? Болючий он. Ах ты, сука! А в жопу приятных уколов не бывает на Йолин Лалкс. Ну, типа, да. И, кстати, при первом прохождении я прям реально ловил на себе вайб, настроение, отчасти прям даже ностальгическое, в том плане, что... Блин, даже как пояснить-то? Как будто бы ты впервые играешь И трогаясь, отличную у тебя игру на начинает гореть лицо. Это PlayStation. очень неприятное ощущение. Гореть лицо. Как будто ты впервые запускаешь прикольную игру на втором PlayStation или типа того. Тебе вот буквально, сука, интересно. Вот в чем прикол. Это Дон Станислав, хочется содрать лицо. Типа знакомое чувство? Бывало такое? Мне, видимо, в большом количестве B6 не давали. А в каких случаях его дают обычно? В жопу то же самое, только все тело горит, волна прям до макушки. Потрогивать нет, не хочется. Просто ощущение, будто у тебя сосуд разрывает и сжигает одновременно. И ты такой, бля, зачем я это вколол? Жопу тоже хочется содрать. Это ягод зеленый. Да я бы не сказал, что неприятно. Ай, блядь, я же не поставил. Как в горячую хуйню. ванну погружаешься. Где выдра? И тут можно делать билды, да, кстати. Можно делать билды. Уловите у Коломана. Уменьшать расход здравомыслия при заряженной атаке. Не спасибо. Коломан.
Укуламан. Павук. Вот сейчас написала, аж жопа загудела от воспоминаний. Не, я вспомнил, в армии такой укол давали, по-моему. Да. Потом сидеть не можешь толком. Да. Был такой не один неприятный. При концентрации оружие не снижает прочность. Так. Я помню, в больнице делали по 3 укола 4 раза в день. Это звездец. Просто у меня тогда были проблемы с правильным питанием и колол витамины для поддержания здоровья. Я спать на спине не мог. По 3 укола 4 раза в день. Блять, это тебе за что? Похоже на какое-то особое изощренное наказание за то, что ты был редиской. Плохо себя вел. Взяли и наказали таким образом. Жестко. Да за что? Это витамин В1 очень болючий, если я правильно помню. Его я тоже колол. Там фишка в том, что шприц давить надо очень медленно, тогда не будет химического ожога. Но медсестрам бывает похуй и пациенты страдают. Повышение уровня для Дона Станислав Челика увеял 5. С повышением уровня поздравляю, Дон. Во, второй плакат. Что будет интересно? Космическое вторжение 2. Уму непостижимо. Неужели на Землю тайком вторглись инопланетяне, похищающие тела? Они могут быть среди ваших близких. Да, просто. Спасибо. А кто помнит укол под лопатку? Но вот этого я точно не получал. Под лопатку, ну это уже что-то очень специфичное. А такое за что дают? Ну, в школе делали. Вот, значит, не помню. Если было, то не помню. Во, прочность оружия восстанавливается. Тут есть несколько негативных моментов, но они не сильно такие прям плохие. Но все-таки минусы, конечно, в игре есть. Ну, все-таки мы смотрим на, ну, критическое мышление сохраняем. И трогаясь что-то кололи. Только не помню, что вроде пару лет назад под лопатку кололи от столбняка. В целом, можно сказать, что... Так, тут сохранюсь, пожалуйста. Но вроде не больно было. Блять, я... Что сказать хотел? А, подожди-ка. Надо в здравомыслие поднять. Блять, ёбаная. Монстра и боевка как в Дуантуре.
Даунпуре. Да не, лучше. Homecoming и Даунпур полное говно, я их вообще не осилил. Я же буквально плевал практически, когда я их проходил, такой, играл и тут... Вот так вот сидел. Вот слышите эту хуйню? Это на концовку с инопланетянами. Могу показать. Даунпур не понравился, но Homecoming 4 раза прошел. Вот, кстати, есть еще один человек в чате. Ему тоже нравится Homecoming, но я вот буквально не понимаю. Просто он говорит о том, что все-таки Homecoming был первым Silent Hill'ом, который он играл вообще в принципе. То есть он ознакомился с серией с этой части, а другие части не трогал. Ну, тогда, в принципе, понять можно. Но в целом, бля, пиздец, я не понимаю. О. Так, космическое вторжение. Хотя в сюжете представлены НЛО и люди, управляемые пришельцами, сами пришельцы на экране так и не появляются. Вместо этого фильм демонстрирует разрушительную силу подозрительности. Порой попытки отличить своих от чужих могут обернуться настоящим кошмаром. Вообще болючесть уколов определяется тем, насколько pH-кислотность отличается от естественной для ткани, куда колешь. Поэтому сильно отличные по pH надо вводить медленно. Некоторые настолько болючие, что надо колоть смеси с обезболом. Я такие своей собаке колол, мешал антибиотик с лидокаином. Подождите, не нападайте, дайте газету почитать, лал. Да, да. Короче, это концовка с НЛО. Космическое вторжение. В сюжете представлены НЛО и люди, управляемые пришельцами, и сами пришельцы на экране так и не появляются. Вместо этого фильм демонстрирует разрушительную силу подозрительности. Порой попытки отличить своих от чужих могут обернуться настоящим кошмаром. В одной особенно жуткой сцене жители города, где видели НЛО, ошибочно принимают за пришельцев, похищающих тела людей. Ну, видимо, людей принимают ошибочно за пришельцев. И обвинители с криками и улюлюканьем ведут таких же, как они, людей в центр задержания. Хуже того, любой, кто осмеливался выступить против подобного, объявляется одним из них, и их тоже помещают под арест. Остается лишь задать себе вопрос, может принудительная солидарность среди людей и не солидарность вовсе? В конце фильма показывают количество людей, убитых во время вторжения пришельцев, что примечательно, число жертв на совести самих людей куда больше, чем количество тех, кто умер при нападении НЛО. Возможно, в итоге пришельцы покинули Землю не потому, что проиграли, а потому, что решили, что человечество недостойно завоевания. Космическое вторжение – фильм, демонстрирующий зрителям определенной степени интересные социальные высказывания, а те, кто хочет увидеть в нем лихой и забавный боевик, будут разочарованы. Оценка 6,5 из 10. Такой фильм, интересно, есть? Буквально такой же. Наверное, есть. Because of them. There's no doubt about it. Them? Так, я вот Yeah, the aliens. They've been eyeing Earth for a long time, waiting for the chance to snatch up humans and replace them with aliens. Rinko, Hinako, me, any one of us could be an alien merely pretending to be the real person. I'm not an alien! Is there any way to prove our identities? There is. What? Didn't you die? That thing killed you! This is Roboco, an anti-extraterrestrial search and destroy robot I designed and built. This robot can detect aliens masquerading as humans and automatically eliminate them. The battery's dead. Wait, so the Sakuko that thing killed was actually an alien? That thing was chasing me all over the place.
I guess you had a hint of alien on you, Hinako. You might be an alien, or maybe someone close to you is an alien. These things copy everything down to your memories, but they're not perfect. Hinako, try saying something only the real you would know. Oh, Rinko once took some of Shu's hair and hid it inside her pillow. Ah! Let a girl try out a love spell and dream. Your turn, Rinko. One time, Hinako forgot her underwear in the locker room at camp and didn't claim it. Rinko! Can't blame you for not claiming it. Gotta be embarrassing saying it's yours when the teacher asks whose it is. Privacy wasn't really a thing back in the day. Well, one time, Rinko skipped gym class and took Shu's clothes and... Well, the day after she fought with Shu, Hinako took his recorder and... I think I'm more scared of girls than aliens at this point. Okay, you're good. You guys passed the test. Next up, it's us, I guess. So one time, Shu ripped a page out of an adult magazine and hid it behind his bookshelf. And he also cut out a photo of a classmate's head and taped it to a swimsuit model poster. Okay. We got it. Now it's my turn. Oh! Sakugo first started wearing a bra in the 6th grade, while Hinako and Rinko started after summer break in 5th grade. How's that? Well, we didn't find an alien. But we did find an enemy to all women. Hinako, we're heading home. What about the aliens? Everything all right? Oh, the neighborhood watch got together and took care of them. Bye-bye! See you tomorrow! Мне этот ролик почему-то напомнил игру Фьюза. Чего-то только не наворотили, там столько контента, ёбнешься. That's Junko's favorite. Собака. И улетает. И вот так вот игра кончается. TwitchCon хайп, TwitchCon хайп, TwitchCon хайп. Первые части якудза серьезные, а потом стали делать трэш и дичь. Так, и где мы сохраняем? Кайф музом, концовки надо скачать себе. Да. Там прикольный трек, в принципе. Ну, собственно, продолжаем. Да. Погоди, так сохранимся отдельно. А музыку Ямауки? Это и Ямаука и есть. Ямаука тут, ну, есть, конечно, есть. По-моему, данная музыка конкретно, по-моему, была Ямауки. Вот с НЛО в конце. Тут Ямаука много музыки написал. Кроме него есть и другие, конечно, но он тут прям хорошечно написал. И как раз таки благодаря этому, наверное, чувство ностальгии сохраняется. Точнее, появляется. Все. Итроговая сага. В машине слушать завывание из информатора по трубе Беня хипстер. Something just flew by. Shu, let's get out of here, okay?
Вот тут я уже, кстати, не знаю, что будет дальше. Вот до этого я все скипал. Но вот тут я хз. А, еще в чем прикол? Есть такая приятная маленькая деталь. Те катсцены, которые изменились, ты их не можешь пропустить. То есть тебя предупреждают о том, что в этой сцене появились новые детали. Вы действительно хотите их пропустить? Вот так вот. То есть все остальное... Ты можешь автоматически сразу прожимать пропуск катсцены. И в тех местах, где ты уже видел, они будут пропускаться без вопросов. А если есть что-то новое, тебя спросят, ты правда хочешь пропустить? И это очень прям удобно. Это прям очень приятно. А костюм можно менять, входит в ранение. Ну, есть костюм зайчика, есть костюм матроски, как Sailor Moon. Ну, не прям как Sailor Moon, а как его школьная форма Sailor Moon. Фига себе. Where are those two? Hinako, this way. Бегу. Сучка безумная. Оп, здорово. Да блять! Что за хентайский ублюдок? А, блять. А, мне пизда. Идеальная игра для стримерш, которые делают образы для стримов. Надо мод на костюм Вена Даркхольма, и чтобы боссы говорили «Fuck you, Лизерман». Yes. Оу. Это мне. Так, нужно что-то для здравомыслия. Вот что плохо в этой игре. Это вот именно UI. То есть мне, чтобы добраться до снаряжения, мне нужно несколько кликов сделать. Вот видите? То есть раз, два, три. Ебать. 3 клика. Могли бы в какую-то определенную кнопку закинуть снаряжение, типа, я не знаю. Это немного заебывает. Но в целом не сильно. Но заебывает. Гифка, показывающая суть боевки, здесь линк. Ну да, кстати, она даже в плане того, как... как его сказать? Короче, Хинака — это самый сильный персонаж в Silent Hill. Она буквально Леон Кеннеди.
Да, такие есть. Еще шугает, что монстры дрожат. Да. На гифке она буквально агент Смит против нублов. Да. Кстати, многие стремают с этой игры от того, что она типа якобы такая вся повесточная и там прочее. Но, блять, я в этом такой хуйни вообще Я бы не еще вижу. голой руке бицуху пририсовал. Да, было бы забавно. Но я тут такого вообще не вижу. Ну, в том плане, что в контексте вот именно локации, тому, как где это происходит, в какое время, это прям вообще нормально ощущается. То есть не так по-ебанутому, как написал бы, если... Как если бы написал это розоволосый, синеволосый сценарист. Тут совсем нормально. О. Ну, кухонный нож имба, конечно. Так азиаты никогда за повестку не топили. Вот у них и нет ее. Не то чтобы за повестку не топ... Ну, в целом, типа, да. И еще чтоб кричала по-японски «Уидар Малатаяну» и типа того. Нет, типа суть в том, что... Как бы это сказать... Оно тут прям здраво идет. То есть, если бы эти розоволосые, типа вот эти вот сценаристы могли бы писать нормально свою повестку, то им надо было поучиться вот именно у этих сценаристов. То есть это все очень органично и хорошо тут идет, без всякой ебанистики. Хороший день — это всегда необычный день. А вот необычный день — это не всегда хорошо. И надо сказать, что сегодняшний день слишком уж необычный. Так что будь осторожна, Хинако. Сакуко? Да, если вам... Ну да, вам же похуй на, в принципе, спойлеры. Тут есть один такой момент, почему еще вот это вот второе прохождение становится очень интересным. В первом прохождении ну, негативный вайб от подруг был прям, ну, сильный. То есть при первом прохождении ты их прям как будто бы прям реально ненавидишь, презираешь. Особенно я ненавидел Ринку. А Сакука, ну это просто пизда, которая у меня заняла 500 йен и не вернула. Ну, короче, бесит. А в данном прохождении нет. А тут есть девочка, вылезающая из телевизора, как в звонке. Ну, это было бы замечательная, типа, отсылка. Это было бы охуенно. Да, кстати, надо пользоваться этим мечом, чтобы увеличить его дальность. Он длиннее должен становиться, если мы им будем часто пользоваться. А, ну, кстати, да, вот это от ПП 8001. Прототип оружия ближнего боя для космической армии. Эффективный радиус поражения меняется в зависимости от боевого опыта владельца. Вспыхивающий клинок делает его популярным и вообще воплощением крутизны. Прочность высокая. Вот. Эффективный радиус поражения меняется в зависимости от боевого опыта владельца. То есть она должна становиться длиннее, как будто бы. В этом приколдес. Если мы будем убивать им конкретно.
Только вот непонятно, сколько народу я должен захуярить, чтобы она еще длиннее стала. И у меня, кстати, охуенно имбовый билд стоит. Тут есть амулеты Амамори. Вначале у вас только одна, если что. Длиннее что стало? Чтобы длиннее стало оружие, световой меч. Чем больше ты им убиваешь, тем длиннее он становится. Ну, типа, я так понимаю. Эффективный радиус поражения меняется в зависимости от боевого опыта владельца. Поэтому, да, как бы стараюсь не забывать Вот о бы нем. с членом так. Но чем больше выебешь, тем длиннее становится. Слушай, брось Хинака. Слишком поздно. Сейчас ты ничем не сможешь помочь. Не знаешь, что делать. Она мучается. Но я не могу. Мучается. Что? Мучается. Он, кстати, другое сказал. В первом прохождении Ринка, знаете, что говорит? Да забудь ты про Хинака. Она сдохла. Сдохла. А тут мучается. Гребень. Старый гребень. Прикиньте, вы так зэка какого-нибудь назовете. Ебать, он охуеет. Кто гребень, блядь? Это Я газон гребень, блядь. катаны бывают разной длины. Самые длинные порядка 2 метров. Ну вот что потом делать с 2-метровым членом. Старый гребень — это престарелый панк с ирокезом. Разве? Мне казалось. Не, ну, скорее всего так, но у этого же разные значения есть. В разных, так сказать, культурах. У Морис жук Ты значительно хотел повышает сказать урон старый сильно глушенным петух? врагам. Ну, типа, да. Осуждаю, кстати. Нет, я не хотел так сказать, кстати. Осуждаю. Вы чё? Как вы могли так? Нет. Так. Оглушенным врагам, кстати, наносит больше урона, да? Это прям заебись. Блин, вот 5-ю ячейку бы для амулетов вообще заебись было бы. Сюкон, ты ведь врешь? Я угадала. Beats me. Понятия не имею о чем. Ты правда думаешь, что Хинако удалось одурачить? Hinako, Хинако, you're так late. много времени прошло, я worried уж about начал you. волноваться. Да Да не волновался, он постоянно говорил, что его с напарницей все будет в порядке. А, ну, Больше спасибо. амулетов, бога амулетов. Да.
Если у меня будет 5-я ячейка для амулетов, это вообще будет ебать как жестко. Я реально буду как этот девчонка на гифке. Это будет реверсивный хоррор в натуре. Я буду, блядь, их пугать. И они меня. Я буду как Роршах в тюрячке. Это не я тут заперт с вами, а вы заперты здесь со мной. Окей. Нихуя. Нападение? Нападение? Не будет нападения. О. Удивительно. О, новое письмо. Опа! Фото из дневника исследователя 3. Фото приложено к дневнику исследователя. Кажется, это улика, которую нашел исследователь, изучающий фольклор Ибисугаоки. Касательно легенды о священном мече. В дуплах божественного дерева стояло несколько разломленных статуй Дзидза. Перед ними я увидел старые сломанные инструменты, принесенные, скорее всего, в их место покаяния. Священный меч появился намного раньше верования Инари, поэтому именно статуи Дзидза, а не статуи Инари, скорее всего, использовались в качестве якоря для запечатывания священного меча. Похоже, чтобы найти меч, мне придется изучить верование более древнее, чем вера в Инари. Так, где это? Деревья, палетка, столб. Я думаю, пойму, где это, когда придет время. Так, блин, у меня очень мало. Да, блять, ну ёбаная нахуй. Как же немного урон наносит. Ну, блядь. Слава богу. Ай, блядь, ну ёбаный нахуй рот. Да, блядь.
Хайгвайс. О, привет, Гуга, здорово. Амулеты в Соксунге, амулеты здесь, амулеты повсюду. Надо срочно дробовик. Эх, дубовик. Блин. Погубили девчонку. Твари, блядь. Нихуя меня откинуло. Ну не так, чтобы сильно, но, блин. Удивило. Так, а тут какой-то я предмет подбирал же, да? А то что это за безобразие, а еще лучше огнемет. Да, огнемет тут прям вообще вошел бы. Все вот эти вот цветочки и тому прочее дерьмо сжечь. Видел тебя Диулус недавно на Каландаришвиле. Наверное. Так. Отлично. Так. Ну да. Так, что я хотел взять? Жук. Значительно... А, вот, оглушенным врагам. А, хотя не, блин. Оно не вяжется. Блять, вообще никак не вяжется. Не получается связать нормально. Это Гого Y Кэти, а что это за календари? Улиц. Улица Каландаршвили. А, по паука, да. Повышение уровня Блэдун, Станислав Чуликов, честь. Да, блять. Нихуя себе, вот это я не понял. Блин, что так лагает? О, боже! Да, блять! Охуеть. Это если что в галюны в игре тоже, да, я вижу это тоже. Если вы про вот эти вот странные штуки. Это то ли из вертикальной синхронизации, то ли еще чего, я хер его знает. Ау. А? Роблокс-то. Что? Что долго? Играть-то. Зачем тебе Роблокс? Нет, нельзя. Много же хороших, нормальных игр. В них играйте.
Так, снизим это дерьмо. Посмотри. Так, угу. А у одного стримера так было с самого начала. Полоса внизу, да? Ну, что-то было, да. Не то, что полоса внизу, а что-то как-то... Короче, с вертикальной синхронизацией какая-то беда непонятная, да. Или... Настройки надо как-то менять. Ну, вот сейчас как будто стал получше. Ёпта, там здоровяк. О, шоколад. Эмма. Окей. Окей, окей. Так. Это праздник Хабон, не рановато ли? Ладно, пойдем загасим здоровяка. Так, по предметам. Пятая. Наповал. Нихуя себе. Ну, кстати, стал получше. Так, красные таблетки мы не берем. А? It's still alive? Да. Инопланетяне кинули меня. Not now. Почему он не тильный? Надо много побеждать, чтобы он стал длинный. Да, это долго. То, скорее всего, да. Так, подожди-ка. Да.
cut it out. Хватит уже. Don't want to talk Я about не that хочу right сейчас now. это обсуждать. I'm not gonna cut it Я не out. собираюсь прекращать. Я буду поднимать эту тему, пока ты не вернешься к реальности. I said, knock А я it off. сказал, хватит. Ну правда. Seriously. Look, Слушай, я I'll просто just скажу come right прямо. out and say it. Hinako's dead, Хинака okay? мертва, ясно? А, да? She's gone. She's Ее living a больше нет, better она life живет in лучшей another жизнью в world. ином мире. То есть то же самое сказал. А напарник, Partner, что тебя what took you so задержало? long? Давай, нам пора. Come on, let's get going. Так, ладно. В среднюю школу. Me and Shu used to hang out around here. Сломанные японские сандали гетто. Сандали в японском стиле с красивым украшением, похоже, что тот, кто их имел, использовал их долгое время. Но учитывая их состояние, кажется, невозможно их отремонтировать. Long time ago. Когда-то здесь давным-давно мы все играли. И вот это вот очень странный момент. Они вот в школьной форме, но она говорит про то, как будто бы они ходили в школу, ну типа очень давно это происходило. Ёбаная ты тварь, пиздец. Нету, да? У меня буквально ничего нету. Ну давай, очистим разум. Так, It's locked. заперто. There never was a А lock раньше here, здесь though. никогда не было замка. The key should be Ключ somewhere должен in the быть school. где-то... Вот посмотри. Надо Can we посмотреть. take a break now? Ужас какой. Страшный какой. Посмотри. Так, это можно пропустить, в принципе. Угу. Так, пошел сегмент со школой. Так. Haven't been here since graduation. Самого выпуска здесь не было. Это забавно. Они тут сразу появились. Тогда как в первом прохождении они появлялись, ну, намного позже. The box won't open. Заместитель директора так бережет свои ключи, что всегда берет их с собой, так что даже на... Да-да-да. Ага. Это мы читали. Стальная труба. Так. Йокан. Уронил там же. Видимо, это зависит от сложности загадок, где он уронит.
Игра в лисью жертву. Ага, это тоже читали. Опачки. А вот этого не было. Смирно! Или было? Это очень странно. А, ну я же могу, типа, да, открыть кое-какие шкафчики сразу же. Аой, такеси. Аой, то есть 4, 1. Мне удалось узнать комбинацию от шкафчика Суги. А, как сос. А, да. Прикольно. Так, подождите. А почему это... Подождите. Ранее эта дверь не была открыта. Напоминает о временах, когда я занималась легкой атлетикой. Тут, по-моему, было 3, 7, 7. Да, ебать. Помню. Сушеная тушка. Она буквально сказала: я не умру в туалете. Так, у нее сос. Так, погоди, а это кто? Асакура Аюми. 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 Типа 4, 6. Юми. Ми. Типа ми это 3? А, нет. Ми. 7? 8, да? Не, погоди, с Сакура Аюми что-то другое было. Что-то... Аюми. То есть А4, У6, Ами, это, наверное, 3. Я думаю, нет. 2. Нет. Так, Аюми. Ну тогда у нее, наверное, другой пароль. Вообще другой. Какой она ставила-то? Какие там шифры-то были? Ладно, еще вернусь сюда.
Пока мозга ебать себе не буду. Так, ладно, пошли. Да, кстати, тут загадки нету этой больше. Или она будет? Я путаю, походу, класс. Возможно, на втором этаже она будет. Вот. Блять. Здоровяка, кстати, нету. В прошлый раз тут был здоровый такой ублюдок. Так, это что, курятник? А не, зайцы тут были. Здесь были зайцы. А тут больше нет ничего. Пропал. Хитрить их много. Кстати, кто-то выступает, типа. Так, качелки. Как же много подношений. Кувалда. Нахер не надо. С ножом получше. Тут так сделали, да? То есть мне через этих ублюдков надо будет пройти. Сейчас этот нападет на меня 100%. Значит, это. Ну кто-то же должен. Блять, они все. Аккуратно. Блять, ёбаный рот. Ну, сука, как так-то? Дёру. Так, бинты.
Так, Блин, так хорошо играл. Чего, блядь? $479. Ну, значит, это ее номер, да? Ну, шкафчик. 479. Пойду чекну. Забавно, что они пропали все. Нет. Так. 4, 7, 9, 4, 6. Nothing. Асакура Аюми. Ну-ка, дай покопаемся в документах. Так. А, погоди. Не в документах, а в загадках. А, то есть по-новому, что ли? Асакура Аюми. Я еще не понимаю. Так, значит, тогда сюда полезем. Тут разве что-то есть? Нет. Ну и ладно, тогда пошли на второй этаж. В кабинет. Без ключа не откроется. Фрукты. Это типа апельсин.
Ну тут ничего не изменилось, я так понимаю. Да. Так, это было. Тут надо чисто вот эти дневники. Развернуть. Ага. А вот тут какая-то странная херня была с Сакурой. Вот это вот я как решил, не понял вообще. That wasn't right. Тут какая-то странная херня. А, нижняя открытая была, что ли? No, that's not it. Понятно. So this is where you are. Так вот ты где. I wondered А where я you had gone. гадал, куда же ты подевалась? О, Дзюнка. Где? Did you have fun Тебе playing понравилось with your играть с friends? подругами? You need to start getting Пора ready. готовиться. It's time to say your Пора goodbyes. прощаться. Дзюнка, You're going to kill them ведь ты их убьешь with your own своими hands. собственными руками. Да, вот это она не говорила. You can do it. Isn't Ты that можешь, amazing? разве не за этим ты здесь? What are you? Что ты? It's already made it this far. Так.
суки, дай, суки. Суки, суки, дай, суки. Сакура Аюми. Блять, нихуя себе меня наказали за промах. Box won't open. I need a key. Ебаный. Погоди-ка. О, Будь. спасибо. Так, когда господину Юнеда было 20 лет, он повстречал раненого лиса. Когда, как и подобает хорошему учителю, он стал ухаживать за лисом, врачевать его раны, делиться с ним едой. Однажды, когда лис полностью поправился, он заговорил человеческим голосом, выразив свою признательность господину Юнеде. Лис сказал ему: что же он сказал? What the fuck say? Наверное, он сказал. What the fuck say? Суга Йоси. Поздравляем члены секции легкой атлетики Суги Йоси с победой в забеге 100 метров в соревновании префектуры. Жесть. О. Собираешься бросить его? Я тебя никогда не прощу. Я наложу на тебя проклятие. Я устрою для тебя истинные страдания и мучения. Умри, корчись в агонии снова и снова. Умри, 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 умри. Хинако. Нихуя себе. Это была Ринка, кстати. Наша подруга. Исида, ты ведь умеешь читать девичий код? Сатоу получил девчонок записку. Там написано 844. 844. А, Бака. Ты знаешь, что это значит? Дурак написано было. Четыре, 1, 5, 4. Целую Микки. Записка влюбленных. Четыре, 1, 5, 4. А точнее 4, 1, 5, 1. Получается
Си. Т. Айситеру. Айситеру. А что за это айситеру? Типа что-то интересное, да? Угу. Суки, дай, суки. Суки, дай, суки. Микки, я совершенно не понимаю, как из этой безумной формулы получается Айситеру, но я тоже тебя люблю. Ряд 4, строка 2. 4, 2. Базматка. Ты надо пить. А, блять, у нее тупой какой-то, да, типа яйц. Эг. То есть 3, 9, 9. Блять. Я мог бы избежать всего этого пиздеца. Поднимай сюда. Ну ладно. Эг. 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 Блять, тварь ебаная, пошла нахуй. Блять, они все одержимые, что ли? Да ебануться. Ну, ебать. А, иди нахуй. Пиздец. Капец, у нее много ударов. Лол, где я? О, какой кошмар. Ладно, мне похуй. Я просто пойду вниз. Ну да, мне супер похуй, я пойду вниз просто, я открою шкафчик. Там ничего особенного не было вообще. От слова совсем.
И они пропали. Блять. А, кстати, раз уж они пропали, то я, может быть, смогу спокойно полутаться? Блин, воды надо выпить. Горло першит. Лутецкий. Прикольно. Боже, какая же она ебанутая, эта Ринка, просто пиздец. Жесть какая. Безумная пизда. А, блядь. Я сюда не выходил. Тут, кстати, этот есть. Алтарь. Совсем забыл об этом месте. Вот это на мана. 1200 сюда. Блин, поднять что ли что-нибудь из этого, я хз. Как-то амулет поинтереснее все-таки будет. Давай амулет поднимем. Дельфин. Немного становится уровень здравомыслия после идеального уклонения. О, слушай.
Блин, а это сколько раз старше, чем? Я помню, говорили, что школу построил богатый человек, когда накопили капитал на строительство дамбы. Сушеная туша. Ну давай что-нибудь поднимем. Типа... Ну давай здравомыслие. Угу. Отлично. О, так, что-то новенькое. Ты спасла мою жизнь и завладела моей душой. В свою очередь, я спасу твою душу, завладев твоей прежней жизнью. Завладев твоей прежней жизнью. Уже, блядь? Do not push yourself. Не нагружай себя слишком. В смысле? Тебе нужен... Нифига себе, тебе нужен отдых. Вау. Вот это внезапно. Я могу встать. Это было мучительно. Но ты сильная. Ты выдержала, Хинако. Так. А теперь вперед. Нифига себе. А что будет происходить-то сейчас? Ритуалы произошли. Мы уже вот такие. Она... Погоди, он сказал, спасет нас. Типа нашу душу спасет. А как мы его душу спасли? Точнее, как мы его самого спасли? Не понял. Лисья рука. При запуске игры из файла с пройденной игрой по отношению восстанавливающей драмовости также восполнит печать Кудзу. Прикольно. Красивая рука. Даже кровь выглядит притягательно. Благодарю.
Thank you very much. Найдите способ... сейчас эта тема начнется. С тем, что мы, ну, реально их наказывать будем. Ну, начнем, наверное, с Сакуко. Это Сакуко. Sakuko's. Дневник Сакуко. Мне приснился странный сон. Он был об очень старом мече. Меч был проклят, пропитан злой энергией. Этот меч — источник силы искаженного порчи божества. Я в этом уверен. Но поскольку меч сам по себе божественный, его невозможно уничтожить. Однако, если кто-то сумеет очистить его, то испорченный бог станет слабее. И если погрузить меч в эликсир, изгоняющий злый дух, то с его помощью можно разрубить те нити, которые контролируют тех, кто блуждает в потерянном тумане. Вау. Ну, я помню такое место, да. Было такое место. Get out. Хинако. Я слушаю вас. Что ты хотели? Блять. Так. Аптечка, бинты. Ага, 6.
Кстати, да, тут имеет смысл поставить... Во, жука. Подожди. Блять, долбоёб! Да пизда, блять, ебать, пизда, ну мне пизда. Какой же безумный запах. Ебать, я там затупил. Жестко. Не понял. А, нет. Блять. Так, 3, 6. Могу на тебя посмотришь. Ястреб. А тут что было? Мы обещали, что всегда будем вместе. Кролики. Сакука обожала кроликов. Кволики, кволики, кволики.
has rabbit as her friends. She should live with them in their little rabbit house. О, Господь, Господь. Так. Дельфин. Где дельфин? Ух ты, блядь. Ну, блядь. Ой. Охуеть, блядь. Вот это, бля, я понимаю, откинуло так откинуло нахуй. Что ругаешься? Далеко откинул. А, блядь, вот эти два зачем мне вообще нужны? По факту. Так. Урон оглушенным врагам. И был же где-то такой. Ландыш. А, во. Так, кстати, надо сохраниться. Кстати, ты видишь, Гудзона? Теперь мы сразу стали квадроберами. Ритуала даже проводить не стали. Ага. Забавная херня.
Охуеть. We made a promise to each other. We'd be together forever. Да, блять. Блин, была же, кстати, такая штука. По-моему... Ворон. We made a promise to each other. We'd be together forever. Rabbits. Sakuko loved rabbits. Не понял. А где враги? Ну ладно, давай, погнали. Нету? Only has rabbits as her friends. She should live with us. Rabbits. Да боже нахуй мой, блядь.
We made a promise to each other. That we'd be together forever. То есть, видимо, если вот так пройти, то тут враг не появляется. Rabbits. Sakuko loved rabbits. Да, видимо, так. Я ебал просто. Просто ебал. Тяжко, да? Но что-то как-то тупо получается. Знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что мне нужно поднять здравомыслие, а здравомыслие мне поднимается в данном билде от идеальных уклонений. То есть я как бы думаю о том, чтобы его убить, и от этого мне восполнится хп, но также, чтобы убивать, мне нужно здравомыслие для того, чтобы делать вот эту вот руку, ну, атаку рукой, которая их оглушает. Короче, у меня, по идее, билд-то прикольный, но что-то я сам как-то пиздец криво играю, в плане того, что я не могу делать идеальное уклонение почему-то. То есть вот, стоит мне оглушить его, то я его в принципе, сношу его. Раз. И убил. Но теперь здравомыслия у меня нет. Мало. Бля. Ну, может, я по хуйне страдаю. Померла. Окей. Так.
Аптечка, божественная вода. А может быть, он так поступил, потому что мы Нагинатой не пользовались? А? А вдруг? Мы же победили Сакука без использования Нагината. Это, кстати, было... Да, это было прикольно. То есть только ножичком. Зарезали девчонку. Дневник Сакука. Да, дедушка говорит, что когда уйдет его поколение, святилище перестанет существовать. Слишком уж мало людей приходит в такой маленький незначительный храм. Похоже, никому не хочется тащиться такую даль, чтобы помолиться Инари Сама. Посвященный Инари Сама, алтари Хакора, статуи стоят по всему городу. Пожилые люди ходят молиться туда, где им ближе всего. Им незачем приходить в святилище. Но если бы благочестивых почитателей было больше, если бы люди относились к святилищу с большим уважением, тогда, может быть, Сёнянгюси удалось бы вернуть былую славу. Дедушка всегда говорил, что все происходит, разворачивается по плану богов, но неужели в святилище Сёнянгюси больше нет смысла? Нет, это просто не может быть правдой. Я слышал, как плачут боги. Тревожное письмо. Дорогая Хинака, удача и неудача — две стороны одной медали. Для одного человека сегодняшний день может быть очень удачным, для другого наоборот. Прямо сейчас над тобой сияет яркое солнце, но от этого солнца твоя тень делается очень длинной и темной, а темные тени притягивают к себе зло. Мне не хотелось отправлять такое письмо в твой особенный день, но я никак не могу выбросить это из головы. Я чувствую, что твоя судьба изменилась к худшему. Что-то не так в солнце и тенях, которые тебя окружают. Где же ты, Хинака? Сегодня должен быть день твоего праздника, а ты... Мечта Сакуко. Погоди, тут надо сохраниться еще раз. Хинака, ты пришла за мной? Забудьте ключ перед клеткой. Не страшно. Прошу, помоги мне выбраться. Чтобы помолиться о взаимном процветании, двое должны смотреть друг на друга. В обычае диктует. Прикрыв свет, ты укроешь прошлое тьмой. Тут обязательно ее опять же так... Бля, мне что-то прям неохота ее.
Да, вот и открылись. Блин, а по-другому никак, походу, да? What are you doing? А, так она исчезла. А, нет, она в углу сидит. No! I don't want to be alone! Hinako! Hinako, help Хинако, me! помоги! Help me! Помоги, не бросай меня! I don't want to be alone! Я не хочу быть одна. Wait, please don't Постой, go! прошу, не уходи. We promised to stick together! You traitor! Ё-моё, все равно оставляем в темноте. Жёстко. Угу. Окей. Тут сейчас будет одна закрытая дверь, которую можно будет открыть. You look even more beautiful today. Ты сегодня еще красивее выглядишь. Нифига себе. Какое оно. Да.
Охереть тут кукол. Незаконченное письмо. Мой будущий друг, пока я пишу тебе это письмо, вокруг меня буйствуют краски весны. По прибытии тебя могут беспокоить реалии новой жизни. Всякое, даже самое мимолетное напоминание о старом доме может вызывать слезы, как это было у меня. Запах свежих слив, с песней певчих птиц вместе манят и зовут. Думаю о доме я, о деревне среди гор. Всюду, куда ни взгляну, я встречаю великолепие, пение птиц, запах сладких слив. Не сомневайся, эта земля, несмотря на всю непривычность, подарит тебе покой и умиротворение. Мы с тобой родом из одной деревни, так что прошу, смело доверяй мне любые свои горести. Я охотно выслушаю все твои рассказы о доме, и вместе мы поностальгируем. Эма. Взгляд на Иеругамию. На днях мой почтенный свекор сказал, что мне улыбнулась судьба, что моя кровь благословлена звездами. Пытаясь понять его слова, я могу заключить лишь следующее. Он считает, что вмешательство удачи или счастливое совпадение позволило мне породниться с этим домом. Впрочем, не считаю, что так он пытается принизить мою роль. Я считаю, что его слова стоит воспринимать более буквально. Сама моя кровь благословена судьбой. В мире смертных есть редкие индивидуумы с нестандартными группами крови. Возможно, фраза про кровь, благословленную звездами, лишь означает, что я родилась с редкой мутацией. В конце концов, есть самые разные группы крови, в том числе и такие, что попадаются у одного из сотни тысяч человек. Возможно, когда в деревне рождается смертный ребенок, чья кровь способна усилить связь людей и богов, именно его выбирают для божественного брака. Если это так, то неудивительно, что подобные союзы столь редки. Интересно, кто придет в этот мир следующим? Если это будет еще один ребенок, благословленный судьбой, я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь ему перейти в новую жизнь. Майюми. Ласточка. Контратака без использования концентрации повышает наносимый урон. Эффект суммируется до 5 раз и обновляется при получении урона. А, нихуя. Вау. Оу. Слушай, это... Да ну. Усиливает наносимый урон. Так, надо сохраниться. Басмак. Антон вот такой стал. Только на сей раз очень быстро. Почему-то. А? Блок-то. А, как стал волком, да. Но это не волк, это лиса. Короче, когда главная героиня уснула, а точнее сознание потеряла, там один человек с лисьей маской превратил. Ай, блин, тварь говна.
Немного, да? Да, похож на... Блять, заебал. Stop wasting my time. Все-таки ворон нужен. Нихуя ты прибежала. На, сука. Окей, я прям понял, как с ними. Школа, такое ощущение, что 100 лет прошло. Ну, наверное, потому что так и есть. Столовые, переменки, друзья. Дневник Ринка. Сколько лет я выкинул в школе, старательно изображая хорошую девочку. Притворялась, что идеально во всех отношениях. Нежилось собственное чувство превосходства. Тогда я искренне верила, что лучше всех. Но теперь все изменилось. Я вижу, как глядела на других свысока, чтобы поднять себя на воображаемый пьедестал. Но теперь я задаю себе вопрос. Неужели все остальные до сих пор не замечали, как я себя веду? Хинако, Сакука, даже Сю. Может, они всегда видели меня насквозь, всю мою гнилую сущность? Может, все это время они только притворялись моими друзьями? Почерк кипит от неукротимой ненависти. Но это не я виноват, это все мерзкая Хинако. Если бы ее не стало, я бы не чувствовал себя так. Остальное слишком скажу, чтобы прочитать это отсюда. О, окей. Она, то есть, прям искренне, правда, в натуре, прям люто нас ненавидит. Ладно, все, понял. Окей, пускай так.
Четко, четко, четко. Суки, суки, блять, ёбаный. The day we first met. Бля, какая же ты хуета ебаная, боже. Бафы снялись, когда эта пизда меня ударила. Stuffed animals. Fashion magazine. Wrinkles. Room. Угу. Ладно, пока не будем. Тайный дневник Ринка. Я хотела бы жить в мире, где есть только я и все. То есть я не хочу, конечно, чтобы весь город исчез. Нет, на самом деле я мечтаю о мире, где мы и Сю будем вместе греться в лучах внимания, а остальные будут стоять за нами, как персонажи второго плана. Но вряд ли есть какое-то заклинание, которое создаст для меня такой мир мечты. Да. И где-то вот из всего этого есть наш журнальчик. Нихера себе. Вы глядите, как кто лежит. Они появляются. Я, пожалуй, подхилюсь. Боюсь сдохнуть. Ну, вставайте, чё. А, блядь. Ну, полечись, пожалуйста. Господи. Мьюзик.
Удачи за рулем. Так. I have to let go. Оригами лист. Почерк становится беспорядочным. Хиноко, что ты здесь делаешь? Как же мой шанс поговорить с Сью наедине? Почему ты здесь? И какой стати ты тут любезничаешь с ним, как будто так и надо? Мало того, что еще Сакко из-за тебя приперлась. Ну да ладно, я ее прощаю. В конце концов, она удружила мне тем, что быстро умерла. Ага, нихуя себе. Сколько ты еще собираешься жить? Ты же уже мертва. Прекрати донимать тебе Гуако. Словно какой-то жалкий призрак. Что за хуйня, блядь? Вот что она имеет в виду под тем, что мы сдохли? Почему одна Ринка об этом говорит всегда? Great. This arm has been given. Да, блин. Весь город внезапно покрылся густым туманом. Всюду, куда я смотрел, я видел странных монстров. Я могла лишь сидеть в своем пустом доме и трястись. Именно тогда Сью пришел и спас меня. После этого мне уже было неважно, насколько ужасен внешний мир. Главное, чтобы я могла проводить время с Сью. Но потом я поняла, с ним была Хинока, мерзкая тараканиха. Как так вышло? Сдохни, насекомое. Нечего тебе делать в этом городе, или ты забыла? Блять, пиздец. Ебать, она токсичная хуйня. Ну, что поделать, да, действительно, надо ее утопить в огне. Ну, что поделать. Все по чесноку. А теперь мы с Ринко наконец сможем расстаться. Детский дневник Ринко. Сегодня я всем друзьям купила конфеты в кондитерском. Почерк становится вдруг неровным. Все слюнки пускали на лакомство, все время меня благодарили. Я сразу вспомнил, как кормила рыбок в парке, как они широко разевали рты, выпрашивая еду. Какие же они кретины. А эта Хинока нищая, как мышь. Ей кусочка дешевой конфеты хватило, чтобы она ходила за мной по пятам, как собачонка. Они такие глупые. Они такая глупая, что... Она такая глупая, что даже почти мила. Она заслуживает смерти, как грязный таракан. Бля, прикиньте, она с детства такая ебанутая. Просто, блядь, ну человек хуй знает, таким родился. Или таким получился. Может, у нее родители реально какие-то конченые были, блядь. Это очень странно. Sports. Good. Без макияжа не всегда все получалось. Да. Сейчас мы примем горячую ванну. Горячая ванна раз. Горячая ванна 2. Да, помогала. Ага. Горячая ванна. О, это я помню. Почему тебе все достается? Горячая ванна 3. Все. Так. Что же будет? Что же она скажет?
Just for once, Да хоть раз. think about how he Подумай, что он чувствует. You're a traitor. Ты предательница. You played with Ты his играл heart. с его чувствами. Say you're sorry. Извинись. Get on your knees and Встань на beg for колени и проси forgiveness. А, то же самое. Can't you hear me? Ты что, не слышишь меня? Why don't you say Почему ты something? молчишь? Ну все, на сей раз она должна показать вот этот палец. Иначе, ну, не круто. А? Это не я. Это шашлык по имени Ринка. А папа хорошо? Ну как хорошо? Да. А чё? Можно? Антон будет, но не сейчас. Это вот сейчас мы выберемся из этого потустороннего мира. Все будет хорошо. Погоди-ка, он дверь закрыл, что ли? А, нет. Я там дверь же видел. Может, она откроется? Вот тут она находится. Вон та вот. Какая-то странная дверь есть. Чем папа волк? Ну, это не волк. Да, она лиса. А чё волк? Он то рука такая странная, ага, как у волка. Ну, типа, она монстр, поэтому у нее такая рука. Она тут стала монстром в потустороннем мире. Дверь не открывается. Угу. Вот так. Привет, напарница, но я на последний раз я тебя так называю, да? Пропавшие вещи те же, кстати. Лист хорошей бумаги. Оставь позади все воспоминания о былом, очисти свой разум, прежде чем зайти сюда. Дверь не откроется перед тем, кто утаил в сердце сожаление. Угу. Ну, пошли. Partner, I need to know what your final decision is. Тут я, кстати, не помню, как было. Блин, ну классно. Stop wasting my time.
Ага. Опять воды. Вода, да. Ага, это отдам. Куда он? Я не знаю, Антон, ну полезная штука. Она нам повышает здравомыслие, с помощью которого мы делаем всякие разные сильные удары. что это? Куда воды? А там вот это води, посмотри. Вот. Не похоже. А ты Игорь, вода есть? Да. Да. Мана, четко. Блять, как ты меня заебала, мразь. Боже нахуй мой, блядь. Почему не было возможности контратаки вообще? Вот сейчас почему не было? Вот что это за хуйня?
То есть иногда появляется, иногда нет? Ой, иди нахуй просто, короче. Все, заебало меня нахуй. Блядь, ёбаный ты рот. Пиздец, какая хуйня. Почему, блядь, вот сука, почему? У нее не появлялась, сука, контратака. Вот, блядь, объясните мне, почему нахуй? В чем, сука, разница была-то? Ебать, ну я просто ебанись не понимаю, нахуй. Сука. Красные таблетки. How you really feel, partner. I can handle it. Don't hold anything back.
что вот так вот. О! А? Ты вернулась, напарница. Я хотел... Ничего страшного, что бы ни вышло, я приму выбор своей напарницы. Вот это маска. Ага. Тебе, наверное, тяжело прощаться с друзьями детства. Да. Нет. Это было нужно сделать. И как можно скорее. Мне страшно жаль, что ты это увидел. Не извиняйся. Это я должен извиняться за то, что причинил тебе столько боли. Драубада 5 Урб давно не писал. Здраво. Привет, Максим. Так, тут ни хера не изменилось. Пошли. О, господи, что ты так тормозишь-то? Капец. Это существо все еще меня преследует. Может, им пришлось спасаться от этого существа? Кстати, у нее тут нету ран на спине и все такое. На сей раз. Прикольно. Может быть, у них не было выбора, кроме как продолжить жить без меня. Ну да, точно. Да как она умерла-то тогда? Если она умерла. Она сама даже признала это, как будто вы только что. Дневник мести. Затем в период Эда в Бесугуоке произошло еще одно изменившее веру событие. В божественное дерево, символ их культа, ударила молния, и оно сгорело. К тому времени здесь уже прочно укоренилась идеология культа Цукумогами. И святость теперь определялась древностью предмета. Божественному дереву поклонялись не за то, что оно победило водяного дракона. Оно считалось священным, потому что древнее его не было в округе. И вот вместо дерева люди выбрали новый божественный объект. Очередным предметом поклонения стала статуя Инария. Вскоре развилась вера уже в саму статую Инарии, а и из ее слияния с культом Цукумогами
Получилась такая гремучая смесь верований, какой не найти больше нигде. Таким образом, получается, что вера Инари здесь в Абисугаоке не похожа на то, что практикуется во всей остальной Японии, и может похвастаться лишь короткой поверхностной историей. Жрецы, впрочем, даже из беспорядочной смены идолов сделали эпическую историю о богах. Вот какую чушь они придумали. Когда молния уничтожила божественное дерево, земля потеряла своего хранителя, и жестокий древний водяной дракон попытался восстать от своего сна. Услышав о грозящей селению беде, семья благосклонных лисиц прибыла из далеких западных земель, чтобы вновь усмирить дракона. Они черпают могущество из веры людей, но если им не хватает силы, то дракон пробудится вновь. Поэтому сейчас они побеждают местных жителей посвятить себя новому богу, Инари-сама. Водяной дракон, божественное дерево Цукамагами, а теперь еще и Инари. Эти жалкие людишки считают, что у их веры тысячелетняя история, но сами-то и дело уродуют ее в угоду своим мелочным потребностям. Да, человек и вправду тварь непостоянная. Да. Жестко по компухтеру скучаю, пришлось продать в прошлом году, грустно. Блин, а чё так? А чё так? Наверное, новый комп купить. Не то чтобы не проблема. Не, ни в коем случае. Компы дорогие. Просто... На пересадку возможно? копил. На пересадку? Ничего себе. А что пересаживал? И сколько это стоило? Видать, сильно дорого. Почку стоит 2,5 мульта. Нихера. Ну, пиздец. Почка. Да. Надеюсь, меня это не ожидает в будущем. Все знают о горах больше меня. Пойдем сюда. О? Да ладно.
А, блядь, я совсем забыл, сука. Паука поставить забыл. Ай, ну охуенно, блядь, дерево, сука, пизда. Топорик. Бля, мне такая пизда походу. Да, бля, пошла ты нахуй, а? Ой, заебал. Бля, сука, я выдру не поставил же, да? Ну-ка, давай съебемся. Ну да, тут полная хуета стоит. Выдра. Так, выдра. Что там было еще? Паук. Краб. Ну и волка, по идее, надо поставить. Вот. Ну, ясно. А, ну, да. Хорошо. Лежать нахуй. Ну, понеслось. Блять, ёбаная хуйня. Просто. Ебаный рот. Бля, и непонятно, ведь бывал я тут или нет. Хорошо. Да, тут надо сразу поменять. Волк. Паук. Выдра. Самое главное.
Краб. Shu knows more about the mountains than I do. Так. Угу. How could you leave your partner like this, Shu? Как ты мог так бросить свою напарницу? Привыкай. Прикольно. Подождите, а у меня есть какая-нибудь херня, которая повышает здравомыслие за счет убийств? Нет.
блядь. Ай, долбоёбана, сука, бля, заебал нахуй. Ну уже, сука, сделай что-нибудь. На. И как ты не оглушился-то? Ёбаный, иди нахуй, а. Ой, пошел нахуй, бля, просто иди нахуй, бля, заебал, бля. Какой же пиздец. Кто-то надо мной. Нет. Тут ничего нет. Why would someone put this here? А, бля. Так, лучше ласточку возьму. Бля, сука, ёбаная нахуй, ёбаная нахуй. Во, вот это другое дело. Все, понеслась нахуй. Понеслась, понеслась. Так.
Все. Охуеть не встать. Did I finally make it out? Ну давай, дерьмо. Бля. Сугисато. Вставай. Бля, о, как она не попала по мне, ёбаный смысл. Ничего, тут всех победили? Да, получается так. Прикольно. Shoo. Нихуя, оно открыто.
Вау. А что тут произошло? Металлический ключ от ворот, который можно открыть металлическим... Ах ты тварь ебаная, блядь. Так. О, козел. Снижает урон, получаем в бою несколькими врагами. Эффект масштабируется в зависимости от числа партнеров. This looks useful. Да, это реально полезная штука. Очень даже. Можно, в принципе, вместо выдра сейчас поставить его. Потому что сейчас врагов будет, ну, очень дохуя. Странная записка. Мое святилище все еще не полно. Я одинок. Так одинок. Я как будто сейчас замерзну. Надо собрать еще больше женщин. Еще. Но даже когда я их собираю, они все уходят. Я собираю все больше и больше, но они все умирают. Мама, почему ты меня бросила? Мне так одиноко. Так одиноко. Я как будто сейчас замерзну. Надо собрать еще больше женщин. Еще. Но даже когда я их собираю, не все уходят. Жиза. Да. Шучу. Это не жиза. Это ужасно. Маньяк ебаный. Людей убивает. Очень похоже на нашего мистера Лиса, кстати говоря. Он тоже подобную хуйню делает. Вау. Просто четко, бля, братан, нахуй. Бля, вот это было заебись, нахуй. Было вообще классно, бля. Так классно въебал по стене. Вау, это было круто. Хочу повторить это дерьмо. Не получилось, к сожалению. О, кстати, я выжил. Урон низкий. Ну-ка. Я пытаюсь понять, как мне поступать. Наверное, с ножом. С ножом как-то получше будет. Заебала нахуй!
Блять, ну это как работает-то, блять? Ну как это работает нахуй? Ну ёбаный в рот, ну как это работает, блять? Я их почем зря убивал, да? Сейчас пизда, бля. Ох, нахуй. Ох, нахуй. Ох, нахуй. I need to treat my wounds. Даже как-то сейвиться неохота, пиздец. Мега хуйня. Это мега кал. Супер дерьмо. No! Давай стоять. Ну действительно. Is it gone? I need a break.
finally over. Finally over. That stuff from before. Where did it go? Ничего нету. Бля, уже 3 часа ночи, оказывается. Так, досейвимся. После контратаки временно отключает расход выносливости. Так, еще подойду. Ай. Здорово. Привет, Арканом, здорово. Is this Sakuga's old shrine? Ага, фото приложено к дневнику. Побежденным солдатам нужно было где-то прятаться. Последующие вражеские армии они не могли появляться в окрестных поселениях, поэтому обзавестись новым снаряжением у них не было возможности. Приходилось обходиться теми припасами, что у них были, и так зародилась культура, в которой инструменты использовались как пока это было возможно. Акт уважительного отношения к старым инструментам и повторно использование сломанных и ненужного считался добродетельным поступком и назывался кисю. Считалось, что когда вы отправляете на покой достигший конца срока службы инструмент, то и сам инструмент, и бог, которому он предложен в качестве подношения, остаются довольны. Традиция, скорее всего, зародилась в скрытой деревне побежденных солдат. I heard it used to do very well, but that people stopped visiting it after the fire. Is this some sort of offering? Что за игра Active Matter уже поиграл? Не, пока не трогал. Пока его не трогал. Это священное дерево. Одзидзо-сан. Кто-то надел на него шаль. Вон 3 штуки. Когда все 5 будут, тогда да. Тогда будет священный меч. Ну, может, как-нибудь поиграю. Видел на нарезке у Дундука Active Matter. Вроде прикольная игрушка.
Вроде довольно прикольная, да? А, кажется, у нас с той стороны. На каменном основании еле виден выцарапанный символ огня. Ага, понял. А где это было? В доме. Точнее, снаружи дома. Мистер Си. So it leads here. Shu, partner, it's me. Hayır. Amir tatlı. Çiparantuy papa komuyor. Çok komuyor. Sağ ol. Отлично. Он не играл, таков приказ Инарисимы. Он не играл, потому что не играл. Он кладет масло в корзинку. Одни красные таблетки. Так. Этого не было в прошлый раз. Акира Ямаока душу рвет на гитаре. Напарник. Спасибо тебе за все. Я сделаю это без тебя. Я справлюсь.
сама. Круто. Так, привет, напарница. В хороших мы с тобой бывали передрягах, верно? Нам уже доводилось прощаться с боевыми товарищами. Просто я не думал, что нам с тобой тоже придется попрощаться. Что ж, мы хотя бы прощаемся не потому, что кто-то из нас пал на поле боя, только больше ни о чем не проси, хорошо? Потому что я на твою помощь уже не могу рассчитывать. Теперь ты сама за себя. Мы не будем рядом, чтобы поднять тебя, если ты упадешь. Но где бы мы ни оказались и что бы мы ни делали, мы всегда будем бойцами космической армии. И мы всегда будем напарником, понятно? Спасибо за все, Хинок. Сю. СНЛО. Shoo. О, еще. Сью разбирать в лекарствах не хуже опытного фармацевта, ингредиенты, эффективность, подбор лечения, он знает все. С ним можно советоваться о разных недугах, которые Смотрел приходят с сериал растением от «Светлячок»? головной боли до прыщей. Да, конечно. Один из любимых сериалов. Он посоветует как лекарство, так и правильный образ жизни. Ходят слухи, что советы Сью помогают от прыщей, и теперь он очень популярен у девочек. У меня сейчас частые головные боли. Сью приносит мне лекарства, и симптомы уходят. I guess I'll wait for the two of them inside the house. Я только сегодня все досмотрел за 3 дня. Охуенный сериал. Жалко, он отмененный. И миссия Сиренити смотрел? Жаль, что только 14 серий. Да. А миссия Сиренити смотрел? Оно как бы завершает сериал. Да тоже сегодня. Его отменили по велению Инарямы. Но очень другой фильм. Ну да. К сожалению, это так. Shoo, Rinko. Сюринко. Сюринко, 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 Сюринко. Даже картинка не понравилась. Как будто трансформеры смотрел. Shoo! Извините, Мирна. Логическое завершение сериала. Интересно, что теперь в потустороннем мире-то будет? А, она спускается одна. Теперь. Да, но персонажи очень изменились. I know. But I'm not afraid. Знаю, но я не боюсь. Беги быстрее, назад дороги нет. Okay. Ладно. Жизнь она шизик. Шиза, шизуха. I may not see you here. Пусть я и не вижу твоего лица, But I feel но that я you are with чувствую, me. что ты со мной. Теперь ищу подобный сериал. Be the perfect person
person for you. Да вот беда в том, что нет таких. Ну, типа, вообще нет. Ну я хз, есть еще любители боевой крейсер Галактика там и всякое такое, но это реально хз. For the longest time, Ну, насколько это адекватный I сериал, am не now понимаю. more certain. My path. На днях «Чужой земля» досмотрел. Это гадзона узет норм или кринж. Местами норм. Под конец вообще что-то намешали, как будто с поносом в туалет спешили. Местами норм, местами пиздец. Не, начало заебись было, а потом... И трогаясь до местами норм, местами вринж. Да. Кринж. Начало заебись точно. На удивление Ромул оказался неплох. Под конец скатилась. Да. Поведение героев вообще рандом полный. Ясно, значит не буду смотреть. Смотри. Надо. Но оценки не очень у сериала. Потому что они под конец вообще какую-то ебаторию устроили вообще. Ну там реально, типа, уже передоз наркоты пошел у сценариста, поэтому там вообще пиздос. Конкретный пиздос начался. От на колес смотрели? Тоже ламповый сериал для меня. Согласен, еле досмотрел. Ад на колес. Детишки самоубиваются об чужого. Лаба болел от физпалмом. Ну, блин, я вот охуевал от 5-й серии в «Чужом». Это пизда. Какие же они все долбоебы ебаные, блядь, этот корабль нахуй, сука. И трогаясь, ты не представляешь, насколько ты прав. Там вообще ебал, дремал нахуй, как все пиздец. Ну, то есть, мы с женой смотрели, типа, дочь... Тушь и свет, сливай масло. Мы 4 серии смотрели, было... Ну, точнее, 3 серии посмотрели, было Детишки окей. больше не от чужого, а от своей тупостью. Типа, 3 серии посмотрели, было окей, потом на 4-й серии мы смотрели, и уже жена такая, типа, ну, что-то, блядь, пиздец. И 5-ю она просто уже отказалась смотреть. Она уж там конкретно... Ну, пиздос, типа. А я посмотрел до сих пор. Жена шарит за чужих. Ну да. Дикий конечно. Запад строит железную дорогу. В сериале «Ад на колесах». Ну и правильно, ничего не потеряла. Надо будет посмотреть. Ну, она просто поняла, что, ну, к чему это все идет. А я как бы... Ну, мне просто было любопытно, что будет дальше. Я уже на волевых досмотрел. Причем я фанат франшизы «Чужой».
Ну, я бы, наверное, себя тоже, в принципе, назвал фанатом. Ну, в том плане, что я все дерьмо по чужим смотрел и почти все играл. То есть я посмотрел все по чужим и почти все поиграл. Ну, почти все. Чужой против хищника там, по-моему, не проходил. Хотя, говорят, самое пиздатое, что было вообще, в принципе. Типа, самая лучшая игра по чужим. Блять. А, вот он, ласточка. Так. И стоит ли... Да, стоит. Ну, в целом, вот знаешь, что там интересно, Rockways? В том, что они хоть как-то немного что-то расширяют в понятие, что такое чужой и все в таком духе. Как он устроен и все в таком духе. Расширяют. И тебя знаешь, что может взбесить люто? Ласка. Защита повышает урон от обычных атак, но убирает способность оглушить врагов. Как будто бы заебись, с одной стороны. Амулеты можно собрать все за одно прохождение. Нет. Заодно не соберешь. По одной простой причине, что у тебя валюты не хватит. Ну, веры. В этом беда. А так, все, что есть на уровне, в плане того, что оно лежит там и так далее, да, ты заберешь. Но просто типа новые какие-то локации откроются после первого прохождения. Какие-то новые там типа помещения там. Даже если самому не есть, а все сливать в алтарь? Ну, конечно, не хватит. Потому что каждая там начинает стоить по 1000, а то, что ты сам будешь есть, ну, блин,
оно от силы будет стоить, ну, 50, сотню там. То есть, как бы ты сильно не изъебывался, ты просто за одно прохождение, может быть, на 3-4 амулета больше получишь. Но самое, что прикольно, тут, ну, непонятно. Вроде бы амулеты даются случайные, то есть это лутбокс буквально. А с другой стороны, как будто бы и нет. В том плане, что, возможно, если ты один раз получаешь какой-то определенный амулет, то он тебе в любом случае будет выпадать. Тут, мне кажется, есть какой-то, ну, какая-то защита от абуза сейвлоудами. Просто в один момент я такой осознал, блять, а чё я сейвлоуды не юзаю, чтобы получить самый охуенный амулет. А потом такой, то есть один тот же амулет выпал. И я пришел к выводу, возможно, не случайные, или, возможно, они закрепляются после первого упадения, и уже вот в этой итерации, ну, точнее, в этой прокрутке ты по-любому получишь этот же амулет. Но следующий амулет, может быть, ну, будет другой. И это вот, ну, блядь, немного... Ну, то есть, я как разработчик понимаю, что можно так запрограммировать. То есть, реально можно. То есть, он сохраняет твой выпавший амулет в данные твои же. То есть, ты никак не можешь это изменить. То есть, это даже не к сохранению какие плюшки относится. открылись после прохождения? Буквально все, что ты улучшил, оно осталось. Дополнительная ячейка, ну, то есть дополнительная возможность улучшения еще одной вот этой вот. То есть потолок прокачки повысился. Потом в сюжетном плане контекст сюжета изменился в начале. Совсем. Открылись новые, ну, там одно здание было открыто, которое вот в первом прохождении было закрыто. Новые руты прохождения. А костюмы, оружие? Костюмы, оружие. Костюмов дополнительных не было. Оружие... После, ну, например, вот оружие, которое вот мне выпадало, это был... И то не после первого прохождения оно выпало, после второго прохождения, когда я сделал концовку с НЛО. Мне вот выпал лазерный меч, когда я первый плакат активировал с НЛО. И больше никакого оружия не было. То есть сейчас я вот еще стараюсь священный меч достать. О, найс. Который, скорее всего, приведет меня к какому-то, ну, какой-то интересной концовке. Причем с этим мечом есть две разные концовки, я так понимаю. Можно сделать так, чтобы ты прошел игру с проклятым мечом, либо с очищенным. То есть можно зебнуться и очистить меч, а можно типа хуй положить и пойти с проклятым. Но, наверное, дебаф какие-то безумные имеются. Ну, не уверен, не знаю. Просто вот как, откуда я все это узнал, в главном меню ну, там есть, как его, посмотреть концовки, и для каждой концовки есть список условий, что ты должен сделать. Ну, этим и удобно. А некоторые концовки, они скрытыми еще остаются. Как бы не все вот так вот сразу открывается. С НЛО становится понятно сразу, потому что там, ну, написано, что ты должен сделать для НЛО. А для других концовок там
Ну, есть какая-то одна супер особенная пятая концовка. Она требует от тебя 2 полных прохождения. Возможно, есть третья уникальная в плане контекста сюжета итерация сюжета. Ну, надо смотреть. Мне кажется, я эту игру даже в 3-й раз буду проходить. Что-то мне так кажется. Потому что 5-я концовка есть, которая требует от тебя одно условие, вот это вот. Я обычно прохожу игру раз, а остальные концовки досматриваю на ютубе, чтобы не тратить время. А тут вот, знаешь, я тоже так думал, но я просто понял, я осознал, ну, какой будет эта игра, когда я увидел начало. Ну, катсцена. Оно прямо было такое с иным контекстом. И сама вся игра как бы дает тебе понять, что, ну, все будет по-другому. Ну, то есть ты буквально не принимаешь эти красные таблетки. Это буквально все меняет. Это сильно меняет. То есть в контексте сюжета это прям пиздец. И да, типа реально так и есть. Я сейчас вот хз, что будет. Потому что все идет совсем не так. Что в потустороннем Типа мире. нельзя лечиться всю игру пилюлями? Да, ты красные таблетки не должен принимать вообще. Потому что они, ну, как казалось, по концовке первого сюжета, ну, они наносят вред. Ну, буквально главный герой ёбу дал, с ума сошел из-за этих таблеток. И кучу народу перехуярил. Тебе же их друг посоветовал, получается, он плохой? Да как сказать? В записках там было написано так, что, ну, я фармацевт. У нее, так сказать, как его, симптомы головной боли. Она просит меня помочь. А я аптекарь простой. Помогаю. Ну и как бы так. И сама-то штука еще в том, что он как будто бы не понимал, что... Заповедь врача Алла. Ну, как бы он не понимал, Не навреди. в каких количествах она их будет пить. То есть, ну, типа, на, вот таблетки, типа, нурофен, попей. Он сам не знал, что они вредны. Не то чтобы не знал. В малых-то количествах, наверное, ну окей, но мы в протяжении прохождения первой игры, я хуй знает, сколько выпил этих таблеток. И если посмотреть в контексте происходящего, ну, то есть мы эти таблетки выпиваем за один вечер. Ну, то есть в контексте времени, да, в сюжете. Мы выпиваем, наверное, 30 или 40 таблеток этих, может и больше. Ну, то есть, неудивительно, что она ёбу дала, как бы. В больших количествах оно его, ну, ее накрыло жестко. Превращает получаемый физический урон в урон здравомыслия.
То есть у меня будет 2 полоски здоровья, как будто бы. Ну, типа, нормально. Судя по Ебать. комментам Гудзела про реакции на уколы ранее, он сам врач. Не дает споткнуться от обычных атак, но значительно повышает получаемый урон. Ну и хуйня. Ну и дерьмо. Вау, это было очень плохо. Слон жопу показывает. Но... Типа... Держи дерьмо, типа. О, нифига. Торжественное письмо. Рука твоя серебряная становится сильнее, фигура твоя более несмертная, но божественная. Конечность твоей дарованная сила очищения. Озари же нас новообретенной силой своей. Торжественное письмо. Выдержит церемонию приветствия, и Хинока родится заново, ослепляя красотой своей. Духи предков Цунеки, что по приказу Кудзуномия обитают благословление небес, предлагают Хинока слова радости твои, ибо она прошла сей ритуал. Блядина ебаная. Какая же ты пизда. Охуенно. Бля, ну реально, у меня вот сейчас, по сути, получается охуеннейший билд. Очень даже охуенный билд. Но который все еще может быть лучше, потому что непонятно, какие дальше могут выпустить мне приколдеса. Вот по идее мне концентрация нахуй не нужна, да? Вот сейчас можем еще улучшить. Что мы можем сделать в контексте идеального уклонения, дельфин, значительно снижает расходы при мощных нет. Был один такой интересный. Сейчас. Змей, по-моему, да. Да. Вот, по сути, как будто бы пиздатая штука. Получается, высокая у меня будет восстановление скорости выносливости, повышение урона. Сейчас у нас 2 стоит. Осталось еще 3 достакать, и мы будем ваншотать всех. Обычные атаки также повышены уже по умолчанию. То есть у нас, считаю... Просто стоишь. Герой сам кританет. Ну, практически, да. Вот эту вот хуйню. Это сейчас еще вот надо посмотреть, как много здравомыслия оно снесет. Это вот активация этого прикола. Так, что у меня по предметам? Что есть, что есть? Чай. Чай, это заебись.
Можно будет даже попить чай. Бинты тоже хорошо. Так, надо сосейвиться. Тушка. Да и нахуй надо. Или, в принципе, давай. Ну-ка. Ебать, это охуевшая хуйня. Боже мой, она сама это сделала. Она реально так и работает, блять. Буквально так же. Я ничего не нажимал вообще. Пиздец. Не, ну тут разъеб сейчас был. Ну все, пьем водичку и кайфуем. Сейчас у меня урон так сильно настакается, что я хуй знает. Ну, в натуре сейчас просто стоять с стоячим хуем на месте, а они сами будут прыгать на мой член. Интересно, я тут не был. Вау, 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 я тут не был. Бля, нихуя. Так, что там, что там, что там? Типа, надо было бы похилиться. Блин. Да, похилимся.
Что тут происходит? Чего? Да ну. Я тут не был. Это совсем какая-то большая... Это очень большая локация. Распоряжение клана. И все же наш смертный мир постоянно меняется. Век богов миновал, силы неба угасли. Такой жертвы более недостаточно, чтобы усмирить гнев глубин. И потому наши предки сочли нужным укрыть существо, что живет внизу, за печатью огромной мощи. На воду они установили огромный камень. Теперь существо закрыто там и не может сводиться из своей темницы. Да, довольны. Земля, однако же, не может вечно сопротивляться силе воды. Когда она ослабеет окончательно, печать сломается. Когда гнев восстанет снова, мы будем бессильны его остановить. Ой, ебать! Это еще и головоломка. Ничего себе! Так, ладно. На камне наши предки возвели святилище, назвав его благословлением небес, чтобы там мог укрыться наш клан. Когда благословление небес падет, гнев глубин восстанет против самого неба, и беда падет что на человека, что на землю. Когда это время придет, слова богов Хиги угаснет, а с ней настанет конец и нашему клану. Долг главы нашей семьи следить, чтобы благословление небес процветало ныне и впредь. Главе нашей семьи предначертано беречь нас от беды. Тот, кто ищет багряную воду, сгоняющую зло, когда Сиси Адоси ударит один раз, пусть зазвонит колокол. Трижды зазвонят колокола, рассказывая легенды этой земли, заточенные нашими предками под великим камнем в глубине вод. Дремлет водяной дракон из эпохи богов. Лишившись духа водяного дракона, некогда пышное великое дерево познало участь полного увядания. Вода. Так. Надо смотреться сначала. Огонь. Жесть, балдежное место. Сидящий Хатей-сама. Склянка с лекарством, выгравированным монахом Хатей-сама, содержит красную жидкость. О, черт! В древние времена, когда люди верили, что лихорадка приходит из-за одержимости демонами, этот настой считался чудодейственным средством, способным изгнать злых духов. Хотя оригинальная рецептура была утеряна, со временем исторические документы свидетельствуют о том, что на его приготовление уходило огромное количество времени и сил. Так, подождите. Ебать, камеру успокойся, не еби им нахуй. Предостережение. Лекарство Хатей-сама дает нам благословение багряной воды. Это благословение можно найти глубоко под священной горой, где вода источника выходит на поверхность, смешиваясь с благими травами. Ее целебные свойства, в отличие от других вод, результат долгой пропитки. Сила, дарованная багряной воде, изгонит даже самое отъявленное зло. Но остерегайтесь, ибо ее пугающая мощь делает воду неподходящей для очищения смертных. Используйте следует лишь, чтобы избавляться от древнего зла. Блядь, это что с камерой? Что за ёбка?
Дерево. Так. Сиси Адоси ударит один раз, пусть зазвонит колокол. Трижды звонят колокола, рассказывали легенды этой земли. Так, 3 удара типа должно быть, да? Заточенные нашим предками под великим камнем в глубине вод. Дракон из эпохи богов. Получается, гора. Гора. Где-то я видел гору. Вот под великим камнем гора. Вода. Дерево. Или вот эта гора. Может так. Вот так. И вот так. А может их всех надо стукнуть? Блять. Прикинь, я должен ударить вместе с этой хуйней. Ну, или типа того. Значит, не та. Пробуем иначе. О, ебать, это шо такое? Нихуя себе.
И чё? Ебать. Багряная все стало. Красная. Жестко. Ребята, это жесть. Кстати, воды не стало. Ну, типа, ее поменьше стало намного. Ну, по-моему, все сделал. Получается... Так, где там? В смысле? Все. Интересно. Жестко тормозит еще. Ну чё, сейвиться надо. Это вам не хухры-мухры. Так. Маргаритка. Здравомыслие, выносливость... Здравомыслие, выносливость бесконечна, но Хинока моментально умирает от любого физического урона. Ох, нихуя. Ебать. Вы уже забрали все доступные Момомори. О, ебать. Так, ну-ка. Тогда вот эта хуйня нахуй идет сразу. Можно его всю потратить. И это тоже. Ну, чай еще останется. Это тоже. Ну хотя ладно, давай пока не будем пороть горячку. Сейчас, подожди. Это вот как они хотят, чтобы я сейчас это сделал? Значит, кабана. Да, кабан. Вот, маргаритка. То есть любой физический урон меня убивает. Буквально любой.
Ох, бля. Что за босс-файт сейчас будет, блядь? Breathtaking. Hinako. No, you breathtaking. Да. Ну, погнали. Let us proceed. Let us. Behold, Взгляни. the others are Все celebrating празднуют us. нашу свадьбу. Все маски у женщин, они разные, по-моему. Ну, реально разные. У мужчин похуй, одинаково совершенно. Но у женщин... I wish you all the best in your Желаю вам new life. счастья в вашей новой жизни. Наша сестра Динка. Видимо, говорит о том, что она вышла замуж за сову, а не за лису. То есть она родственник с нашей стороны, типа наш родственник, пришедший на свадьбу. Типа такой прикол. You knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! Бля, я об этом пожалею, походу. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! I was such an idiot. You had me fooled for one. I didn't fool you about anything! Hinako, all the nerve. What's to even like about a girl like you? От чего я умер, блядь? Knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! Such an idiot. Bye-bye. Looks like today's your funeral. Knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! Повышение уровня для циск Switch Level VL 19 Арконан Level VL 5. С повышением уровня RTX и Арканон. Поздравляю. Knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko!
Не, это пиздец. Looks like today's Против нее это, ну, не работает. Против нее это не сработает. Тут мне надо все-таки билд слегка поменять. Имбой, конечно, но это слишком ебануто. Типа любой урон меня убивает. Но это слишком ебануто. Let us proceed. Yes. Блять, это не пропустить, да? Сейчас подойду. Behold, the others are celebrating us. I wish you all the best in your new life. You knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko. Hinako, of all the nerve. Да, блять. Блять. I hate to admit it, Hinako. Knew how I felt, and you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko. Such an idiot. You had me fooled the whole time. I didn't fool you about anything. I hate you, Hinako.
hate you, Бля. Это ебанутый урон у нее сейчас. Never wanted to. Чтобы вы понимали, в первом прохождении я ее долго пиздил. Очень долго. У меня урон очень высокий сейчас. Ебать. That in the end, we finally got to tell each other how we truly feel. And now, the name Shimizu Hinako means nothing to you. I hope you find peace, Rinko. Так, что-то новенькое. Хинако? А? Мама? Пожалуйста, возвращайся домой. Обед уже готов. Эй, отпусти Ринку. Ну это было. Хинако, ты готова? Ты убьешь или будешь убита? Зюнко. Выбирай, какая из смертей, Хинако. Почему? Неужели все так поступают? Разве все убийцы? Ты тоже убивал? Конечно. Я убила всех. Папу, маму. Даже тебя, мою драгоценную младшую сестру. Я еще убила своих друзей, каждого из них. Я не хочу умирать. Ты ведь знаешь, как ужасно слышать такое от тебя. Конечно. Я уже говорил тебе так много раз. Повторяю последний раз. Ты должна определиться своим будущим. Сегодня, тем не менее, за подобное решение придется дорого заплатить. Но только если ты выживешь, если ты спокойно примешь смерть, то ничего платить не придется. Твоя сестра желает тебе лишь счастья. Дзюнко. Ну, то есть это вот убийство друзей, там, родителей, вот в этом вот своем сознании, оно как будто бы... Всё, Ринко. То есть они как бы не на самом деле умирают, а как будто бы, ну, типа, она рвет все связи эмоциональные с ними, типа, что-то в этом роде. Ну, я так понимаю.
Ну и это прям прикольно. Так. Ой, вот под нее мне надо тоже опять менять все. Вот, в принципе, если оставить вот это, а сюда поставить чисто выдру. Ну да, кстати, как будто бы это работает. Хотя паук еще нужен. Блять, где выдра? Ага. Так, ласка. Давай здесь даже не выдру. Точнее, даже не то, что я бы хотел поставить. Как он там назывался? Паук. Дельфин, бабочка, ландыш, моллюск, рыба-меч. Краб. Краб. Ну, вроде бы все. Цветы расцвели? Или мне кажется? Цветы тут были? Like you said, Junko. Как ты говорил, Дзюнко, I'm running мое out of время time. истекает. Hang on, you two. Но вы I'm держитесь. coming for you. Я возвращаюсь к вам. И вот тут будет второй. И сюда вот будет надо вернуться за мечом. Точнее, пятый. Этот, как его? Пятая статуя Дзидзе. Последняя тут будет. Эй. Эй. Пойду чутко в сабнаутику. Давай. Ты уверен, что не против напарницы? Ты действительно этого хочешь? Ты сейчас явно Или ты плохо 10 часов соображаешь. играешь? Монстр? Монстр.
Ну, понеслась. Да, последнее. Фото, приложенное к дневнику исследователя, кажется, это улика, которую он нашел исследователь, изучающий фольклор. В период этого божественное дерево ударила молния, и люди решили, что его духовная сила утрачена. Тогда они стали поклоняться следующему по древности богу статуи Инари. Так у Бесоговки началось почитание Инари. Но священный меч существовал еще до возникновения веры в Инари. Если поклоняться следует древнейшему объекту, то это должен быть священный меч. То есть, если меч будет обнаружен, то это, несомненно, станет огромным ударом по самой основе местных верований. Нихуя себе. Again? Stop trying to manipulate me. Писько комика. На этот раз он действительно перешел черту. Когда мой муж уходит из себя, он скор на угрозу ножом, но в этот раз он зашел слишком далеко. Он метнул нож в Хинака. Он хоть на секунду задумался, что может случиться, если он изуродует ее лицо до свадьбы. Понять не могу, что иногда творится у него в голове. Прости, комика, я знаю, что постоянно тебе жалуюсь. Чисто о деньгах беспокоилась. Ебать. Вот это, конечно, мать.
Клиническое испытание. Прошло 2 недели с тех пор, как я начал принимать Какура Макакура, не замечая никаких значительных физических изменений, кроме разве того, что засыпаю и просыпаюсь необычайно легко. Осознанные сны я вижу в среднем раз в 2 дня. В них я не чувствую ни хода времени, ни усталости, что позволяет погрузиться в размышления. Однако сегодня я столкнулся с поразительными результатами. Во сне со мной разговаривала другая версия меня самого. Ну да, вот. Жестко. Это вот как раз таки таблетосы эти. Кухонные ножи. Это прям как будто бы вообще супер назад надо уйти. Я примерно помню, где это. Кухонный нож. А я до туда дойти не смогу, да? Сейчас. Кстати говоря. Блядь. Тогда оно впереди, что ли? Или здесь? Да не, вряд ли.
Отлично. Father's О, knife. нож отца. Come to us. Иди к нам. Come to the divine tree. Иди к священному древу. Что случилось? Священное древо? Divine tree. Что происходит? What is this all about? Ха. Да ну он умер. Интересно. А чё это? Что происходит? О, катана, блядь, это катана, ебать. Жесть.
Ну все, теперь мы реально аниме. Священный меч. Древний меч, в чьей стали глубоко скрыта энергия зла. Даже если клинок зазубрится, таинственная сила, обитающая в мече, восстановит оружие до идеального состояния. Священный меч. Находясь в ножнах, священный меч будет восстанавливать свою прочность, когда вы атакуете других врагов других оружием. Хотя священный меч нельзя использовать для атак при помощи концентрации, ваша шкала не будет исходиться при атаках в процессе концентрации. Однако при блокировании атак, случившихся в этом режиме, вы будете вынуждены выйти из режима концентрации. Вооружившись священным мечом, можно осуществить контратаку при помощи этого. Сможет сделать во время другой атаки. Но только... Ага. О, ёбаный стыд. Это, сука, жестко круто. Вы гляньте на это. Катана. Священный меч. Сейчас мы этот священный меч обмоем. Всем пизда. Сейчас мы его очистим еще. Но это реально всем пизда. Он слишком крут. Знаешь, чем он крут? Блять, он крут тем, что нахуй он может контратаковать одновременно сколько угодно раз. То есть... Закалим кровью. Типа да. То есть штука в том, что можно его... при сражении с множеством врагов одновременно всем контратаки раздавать. Видимо, он так работает. Но я не знаю, насколько анимешная анимация сейчас будет вообще. Но я предвкушаю вообще ебейший, супер, мега крутой экшеновый удар. Просто. Сейчас случится почти полнейший отвал пизды. Ну что ж, наш первый клиент. Блять. Ты это видел? Ха-ха. Нихуя себе. Ну-ка покажи. Ща покажу. Отвлекся. Ну там я одного прям конкретно наказал. This is the oldest Oinari-sama Это in старейшая town. статуя Оинари-сама. Мега очищение сейчас случится. Thank you so much for helping.
Спасибо огромное за помощь. Но у меня все хорошо. Отныне я могу отставить свою точку зрения самостоятельно. Ничего себе. То есть... Понял. Угу. Нихуя прикольно. Все. Теперь это по сути обычная катана, но само его наличие, короче, это ведет к какому-то интересному концовку. Какая-то интересная концовка от этого должна сейчас получиться. Она благодарила меч за помощь, потом пустила в этот, в очищение. Even the town? I need to hurry home. Так, детская площадка.
Wait. This place is still untouched? Blood! He's bleeding! Somebody! Help! I'll go get a grown-up! Calm down. It's just scared. That's all. It's okay. No need to be afraid. You alright? Как That's ты a себя lot of чувствуешь? Там blood. много крови. Gotta get you Нужно fixed наложить up. тебе швы. Thanks. Спасибо. Are you all right? How Как ты себя dare it чувствуешь? bite kids? Как она Beat смеет that кусать thing to детей? death. Забить это существо до смерти. I'm Kotoyuki. Меня зовут What's your Катаюки, а name? тебя? I'm Я Hinako. Хинако. Shimizu Hinako. Шимидзу Хинако. I didn't even remember that. Я этого даже не помню. Старые медицинские записи. Примечание. После запросов на срочную доставку в больницу мы с пациентом остались одни в смотровой. В это время он ненадолго обрел сознание. На мои призывы пациент ответил: Катаюки. Так вот как меня зовут. Для пациентов сильно лихорадочная неудивительная дезориентация. Мальчик, однако, не выказал никаких признаков растерянности. Он оставался безучастным, лицо его было словно неподвижная маска, взгляд был пустым, остекленевшим, как у куклы. Никаких привычных симптомов дезориентации, вызванной лихорадкой, мне обнаружить не удалось. Вскоре после этого он опять потерял сознание. Сопровождать его меня не взяли. По подробности случившегося в больнице префектуры мне неизвестно. Подобный эпизод, вероятно, можно назвать с временным нарушением памяти пациента, но я после долгой работы с врачом в безуголовке поневоле вспоминаю местный феномен – лисья одержимость. И все, тут больше ничего нет.
Дневник мести. 21 числа среди бела дня были зверски убиты 13 жителей Бисугаоки. Полиция до сих пор не нашла убийцу. Утренний номер газеты Кинсю 22 мая 2013 года эпохи Майдзи 1880 года. Это было поистине ужасное злодейство. Полицейские расследования ничего не дало. А вскоре началось масштабное строительство плотины, которое привлекло в Бисугаоку множество рабочих, а город стал быстро расти. Вскоре о массовом убийстве все забыли. Однако я не забыл. В том случае есть нечто очень необычное. Согласно свидетельствам многочисленных очевидцев, убийца был великаном ростом более 2 метров, и он с ног до головы был покрыт корой и корнями деревьев, переплетенным наподобие каких-то доспехов. Вдобавок ко всему он носил маску театра, но он шагал по городу и выкрикивал слова: «Вы поклоняетесь ложным идолам, лисы сбивают вас в пути. Уничтожьте их мерзкие статуи, воздайте должное божественному дереву, или же водяной дракон восстанет и принесет беду на эту землю». Затем мужчина принялся рубить катаной всех, кто попадался ему на пути. Нихуя. Я готов поспорить, что преступник был каким-нибудь фанатиком культа божественного дерева. Для последователей старой веры переход от поклонения божественному дереву к статуе Инари наверняка виделся непростительным актом богохульства. Вполне возможно, что странное обличие убийцы было призвано изобразить гигантского монаха, основавшего этот культ в период Камакура. Из других свидетельств очевидцев мы знаем и о том, что произошло с мужчиной в его последние минуты, что неудивительно. Об этом тоже рассказывают как о каком-то мистическом событии. Сгустился плотный туман, и из него появилась стая жутко светящихся лисиц. Они закружили вокруг человека, заслонили его. Затем все поглотил туман, и ничего не осталось. Какая-то ребяческая чушь. Вот что было бы, если бы я остался бы с катаной. Меня бы также дохуя лисиц накрыло бы, и все. Пропал бы. Поминай, как звали. Ну, то есть файт-то закончили бы, наверное, там как какой-то такой финал был бы, но это был бы не очень хороший финал.
Not much further, partner. Уже осталось недолго, напарник. А, он сломался, блять. Ёбаный рот. Тут паука надо ставить по очевидным причинам. Блять, сука ебаная.
все детские предметы, которые были интерактивными, пропали. This place is crawling with monsters. I need to get home. Замечательно. Прикольно. Ебаный рот. Бля.
Ладно, завтра продолжим. Уже 5 утра, блядь. Пойду-ка спать. Да, жестко засиделся. Все-таки крутая игра. Очень крутая. Спокойной ночи.